Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. На один из таких стримов вы и попали, и сегодня у нас не будет розыгрышей, но сегодня мы поговорим о тех товарах, которые я использую каждый день, притом чаще всего использую для себя, даже не для канала. Часть из этих товаров уже было на обзоре, часть из этих товаров все еще планируется к обзору, а некоторые из этих товаров были на обзоре больше, чем 1,5 года назад, но я все еще ими пользуюсь, притом, скажем так, они мне прямо нужны каждый день. И можно начать, я думаю, с того, что я поздороваюсь со всеми это раз, даже если вы смотрите данный стрим в записи. В записи я оставляю практически все, если ничего жесткого прямо не было. Раз, два, пишем плюсики, если меня слышно. Вот. И начну я, наверное, все-таки с вечных отверток. Что это такое и с чем это едят? Это виха. И эти штуки я использую практически в каждом своем обзоре. Во всяком случае, каждый раз, когда я что-то где-то открываю, любые вещи, начиная от компьютера, ноутбука, очков, плееров или еще чего-то, где что-то как-то может отвинчиваться, откручиваться, можно пользовать вот этот вот великолепный набор. Что с ним происходит за, получается, почти 2 года, вы можете увидеть ничего. Единственное, он конкретно поцарапался сам бокс. Вот. А набор бит вечный, как и обещают. Плюсики есть. Еще раз всем добрый вечер. Воскресенье. Все устали после тяжелой недели, еще больше устали после того, как вы отдохнули. И следующее, что бы я хотел, я не знаю, как долго будет тестироваться данная карточка. Мы сейчас протестируем SD-карту от Xiaomi. На обзоре у меня еще такой карточки не было. Во время того, как она будет тестироваться, конечно, я расскажу о каких-нибудь вещах. Начнем, включим. Пошел тест. Я тест еще этот не проводил. Это Redmi Note 8 Pro, если кто не знал. И пока тест проходит, давайте вот так. Пусть, если что, что-то отсвечивается. Дальше. 70 человек, нас уже очень приятно со всеми общаться. У кого какие вопросы, сразу пишем. Здесь у нас сегодня такой лайтовый стрим в плане ничего особо дикого, важного я сегодня не расскажу. Расскажу о половине товаров, которые я сейчас использую ежедневно, а о второй половине товаров, которые у меня планируются на обзоре. Я думаю, он вам будет интересен. Да, не забываем лайк, особенно постоянным. Это меня мотивирует. Стримы у нас это дополнительная какая-то такая стезя, на которой мы можем пообщаться из разряда общего чата, как курилки. Только большинство здесь не курит. Так же, как и мы не ругаемся матом на нашем канале. Да, друзья? И тем более не ругаемся матом на наших стримах. Все-таки, что у меня за часы в ручках? Давно они у меня валяются. Наверное, около года валялись. И последние месяца 3 я их усиленно ношу. Это гибриды от Xiaomi Midge. Почему я стал их носить? Потому что они допилили прошивку. Ничего нового эти часы не показывают. Есть обзор на канале, они показывают количество шагов, вибрируют, если вам кто-то звонит. У них форма из разряда «мальчик, если у тебя узкое запястье, то они для тебя». Ну вот наверное. Либо если вы подросток, либо у вас узкое запястье и вам нужно носить классические часы. Подари часы. Нет, никаких подарков. Розыгрыши у нас будут, как всегда, либо в конце месяца, либо по всем розыгрышам условия, конечно же, в описании к видео. Напоминаю, что мы с вами можем разыграть 18 числа вот такие наушники. В стоке они стоили 170 баксов, наверное, сейчас 120. MIFO 7. И, конечно же, они уйдут победителю. Там все просто, в описании к этому стриму даже есть условия. И не только они, розыгрышей всегда много. И вам привет из Бакуликин. Еще пообщаемся. Давайте я потихонечку все-таки расскажу по поводу того, что у нас есть. Так, это на чтение. 220 мегабайт. Ну-ка, давайте... это внутренняя. Это внутренняя карточка. Сейчас, секунду. Что-то как-то программка зависла. Ладно, все это мелочи жизни, еще потом продолжим.
Что у меня еще лежит? Лежат вот такие вот очки. Я понятия не имею, сколько эти Xiaomi-шные очки стоят на Алиэкспрессе, потому что мне они прилетели из Китая через моего друга, который мне иногда покупает что-то. Вот они мне обошлись вообще в 1000 рублей. Что бы я хотел о них сказать? У меня были очки от Xiaomi за 2,5, по-моему, 3000 рублей. И, к сожалению, те очки, которые стоили почти 3000 рублей, я ими пользуюсь на работе. Эти я оставил для дома, для того, чтобы тестировать. Обязательно будет обзор, но для постоянных подписчиков обзор можете и не смотреть. Дешево, сердито работает. Видно в этих очках чуть-чуть хуже. Ну, не знаю, не особо приятная картинка, еще менее приятная, чем в тех, что у меня были до этого, и они мне неудобны. Почему? Потому что они тяжелее, потому что они давят на переносицу. Там я вообще переносицу снял. Такая у меня форма носа, мне удобнее. И единственное суперское здесь, конечно же, это бокс. Бокс под эти очки, и плюс в этих очках не так хорошо выглядишь. Может быть, кому-то они будут и к лицу, но мне конкретно они не подошли. Дальше. Нет, я не после пробежки, еще хуже, я после работы. После работы, притом, получается, вчера с утра я ушел на работу, и сегодня я пришел, запилил ролик на вот эти вот кроссовки, хотел побегать, не получилось, потому что нужно было побежать и купить кое-что для компьютера, и, возможно, либо на следующей неделе, либо в конце следующей недели, либо на стриме я расскажу, что я за комп собрал, если вам интересно, а я думаю, кому-нибудь точно будет интересно. Комп я собираю для того, чтобы мне было проще рендерить. Может быть, буду выгружать ролики уже в 4К. Я, Стас, буду читать сообщения после того, как бегло пробегусь, потому что у меня лежит на столе. И что вы вообще видели на обложке? Есть у меня вот такой телефон на обложке QN. Я его сейчас юзаю на работе. Ничего здесь нет, никакой камеры нет, тачскрина нет. Все можно использовать только джойстик, это раз. Два, что еще здесь интересного? Сюда можно вставить две сим-карты, SD-карту, и 4G он ловит, и можно использовать как Wi-Fi роутер. Ну, точнее, точку доступа, не роутер. Телефон понравился, посмотрите, программки сюда можно для Android 4.0 устанавливать. Если вы из тех людей, кому интересно в чем-то как-то лазить, то, может быть, вам этот телефончик зайдет. Довольно дорогой по меркам Алиэкспресса фонарь. Фонарь для бегов. Профессиональным лыжникам не советую, потому что при высоких скоростях он все-таки недостаточно хорош. Вот, но мне более чем достаточно, что для бега на лыжах. Я его юзаю не первую неделю. Уже сделал на него обзор и буду продолжать использовать так же, наверное, как все эти товары, которые вы сейчас видите, на постоянной основе. Тоже посмотрите обзоры, если интересно что-то качественное, есть 900 рублей, вам нужен такой фонарь, можете взять такой. Если нет, то самое главное всегда это то, что у нас канал такой, помогающий друг другу. В комментариях есть просто море советов от подписчиков, кто что купил в районе 20-30 долларов и кто что использует довольно дешево, сердито и качественно, скажем так. Вот такой фонарик недавно, по-моему, на прошлой неделе был. Следующий товар, который я использую, опять же, на постоянной основе, это перчатки. На него отдельного обзора не было, в каком-то из обзоров я о нем рассказывал, по-моему, как раз в фонаре. Мне эти перчатки нравятся, все еще странно пахнут, выглядят, я не знаю, как снять, красиво. В общем, они выглядят хорошо. Как Mango Man, если у кого-то были перчи Mango Man, вот выглядит как Mango Man, только Mango Man стоит 3000, а здесь эта штуковина стоит 1000 рублей, плюс есть модели, получается, на узенькую руку, даже на более узкую, чем мою. Посмотрите, кому интересно, можете приобрести, опять же. Неважно где, вот такие вот а-ля Xiaomi-шные кроссы, я все еще не знаю, каким образом о них рассказать. Я юзал их не раз в зале, выглядят так же, как новые, и так же убого выглядит, как и до этого. Даже не для красоты видео сфотографировал, а потому что я их давным-давно тестирую, я понятия не имею, что вам о них рассказать. Вот серьезно. Потому что, ну, были они на краундфандинге, ну, стоят они 900 рублей. Мне кажется, сама доставка из Китая стоит дороже, и как бы это не особое химическое оружие, с другой стороны, они не пахнут. В общем, вот такие вот кроссы, хотите, возьмите. На Алишке есть, не бойтесь, но амортизации в них ноль, порвать они не порвутся.
спортом можно заниматься. Может быть, это модно. Хорошо, что я в этом не разбираюсь. Для меня модно вот эти вот кроссы, которые для трейла. Был сегодня обзор на них на канале. Я в них реально бегал и буду бегать. Дело не в том, что мне их жалко, не жалко. В них удобно. Говорю, может быть, даже чем-то удобнее для меня, чем в Соломоне. То ли амортизация лучше, то ли по стопе мне просто подошли. Опять же, по поводу обуви всегда хочу сказать, что если у вас есть возможность что-то померить, обувь, как и вещи из разряда верхней одежды, нижней, ну, без разницы чего, кроме, конечно же, трусов и носков, нужно мерить. Померили, купили. Если вы в какой-то тьму таракани, у вас нет возможности мерить, ну что, тогда вариантов нет. Либо там Wildberries, либо Вкант отказ, либо Озон. Если и этих вариантов нет, ну можете посмотреть вот такие штуки. Либо вы лютые Xiaomi, как я. Кроссы для трейла и правда классные. Мораль была не в том, что вот из 6000 человек точно кто-то сейчас смотрит на стриме. Смайл, все отвечу, подожди чуть-чуть, давайте выскажусь, а потом иначе забуду. У меня сейчас из мозга кашу можно, если честно, делать, притом, наверное, перловую, разварившуюся. Но сейчас переключусь на вопросы, будет интереснее. Так, к чему это? К тому, что кроссы хорошие. Сказать, что они стоят 4000 рублей, я считаю, что стоят, потому что, ну, сделаны хорошо, развалятся, ну посмотрим. Мне кажется, через год они не развалятся. Очень понравилась мне в них стелька. Рекламировать не буду, это бесполезное занятие в плане того, что кто знает, что это такое, кто знает мой канал там и не первый год его смотрит, понимает, что я плохого в обуви не посоветую. Если в миджевских кроссовках нельзя бегать, то в них нельзя. Если в этих можно, то можно. Приятно удивили, они правильные. Вот правильные такие трейловские кроссы, они не для зимы. Их можно использовать зимой, но для зимы я показывал в ролике про них, соломоновские мои кроссовки, вот они для зимы. А то, что я в этих бегаю, ну, я их тестирую. Вот и все. Была бы моя воля, я бы, наверное, в них не бегал, потому что, ну, не зимние они. Но бегать буду, потому что Соломона жалко, пока лютая зима не будет. И моя любимая, супер-мега любимая моя лампа Xiaomi-шная. Она, по-моему, у меня уже на стримах 4 была. И никак у меня руки до нее не дойдут. И столько обзоров на нее на YouTube. И все равно и мне хочется свою лепту внести и рассказать, что какая же она крутая. Но вот как-то не складывается. Ждите, я думаю, что может быть даже кто-то из вас решит ее приобрести. Потому что если вы хотите хоть чуть-чуть, чтобы у вас был деловой стиль, помимо игрушек Xiaomi-шных на вашем рабочем столе дома, если он есть дома, то лампа это самая тема. Конечно же, она управляется через приложение, конечно же, есть холодный свет, есть теплый свет. Мне она нравится, я ее, можно сказать, люблю. Удобная, дешевая, качественная. Вот, все. Не забываем прожать лайк, может быть 100 лайков все-таки за такой информацией последует. Про карточку я, скорее всего, расскажу потом, потому что что-то стало глючить программка. А это одна из тем, в которых я не то чтобы не разбирался, но... Так, ну вот removable карточку. Вот теперь мы карточку уже тестим. До этого мы тестировали, получается, внутреннюю память Intro. Очень жаль, что я вас дезинформировал, но вот так. Дальше, летим дальше. К чему я это все? К тому, что какие-то интересные товары я спойлерить не буду. Могу проспойлерить то, что будет послезавтра. Завтра будет мультитул, послезавтра, возможно, будут тикподсы. И насколько мне не понравились TicWatch, вы знаете, те, кто смотрит, там 10 тысяч этих невероятно злых просмотров у меня есть на них. И купил я наушники для того, чтобы их захейтить. Хейтить не буду, поэтому кто хочет, чтобы я обругал наушники тикподсов за Bluetooth версии 4.2, не дождетесь. Не смотрите обзор, они мне понравились. Удивительно, но факт. И, ну и кроме, конечно же, там качества исполнения, амбушюр, еще чего-то. Я говорю про звук и про стабильность, а это самое главное. Дальше. Про что мы с вами можем поговорить? Мы можем пообщаться. Все-таки 15 минут мы провели стрим. Это основное время, мне кажется, когда люди смотрят. Карточка чуть-чуть почитается. Это, конечно же, игровой кубик Xiaomi, который преследует меня уже 4 или 5 обзоров. И вот. Стоит ли QC White? Давайте потихонечку. Никита, стоит ли QC White брать? Актуально ли? Конечно же, да. Они же звук воспроизводят. У меня лампа Vivai Finca. Работает с 2002 года на родной лампочке. Ну, круть. Набор отверток шикарный. Да, Silent Den просто
просто великолепный. Скажем так, все, кто его видит, все хотят его приобрести, кто вживую его видит. Есть ли какие-то перчатки у тебя для занятий спортом? Да, адидасовские, очень мрачные. Я их даже не буду показывать, слишком они печально выглядят. По всем беспроводным наушникам, пожалуйста, из топа товаров посмотрите на канале. Форест Гамп, если не читать на смартфоне, то, наверное, вообще не проблема. Шима я не видел, но экран меня выбешивает в целом из-за косяков ночи и при отключении. Ок. Это новые кроссовки получше антилоп от Amazfit. Это трейл, это вообще другое дело. Это для того, чтобы по лесам бегать, проще говоря. Пожалуйста, ответь, будет ли обзор на Sony беспроводные наушники? На какие конкретно? Я постараюсь, наверное, куплю. Я один смотрю после твоего разговора, потому что можно задать вопросы. Всегда. Почему нет стримов с женой? Эки Ова. А зачем? Цена снизилась на Mi 9T. Сними, пожалуйста, обзор. Антон, а зачем? Опять же, тоже. Очки стоят своих денег. Играю по часа 4-5. Эти, не знаю, если честно, я говорю, до такой степени все это специфически. То есть, работают ли они? Да. Советую ли я их купить? Не могу, потому что прошлое я могу советовать. Они, хотя собака дорогие, но они удобные для всех. Плюс там снимающая сидушка. Здесь, не знаю, по тестию расскажу. Саша, а насколько миллионер Powerbank? Не понял. Лучшие наушники до 50 баксов. Да не издевайтесь вы надо мной. Все по наушникам в топах. Как, зачем стримы с женой? Просмотров будет больше. Максим, вы будете удивлены, но после стримов у меня, вне зависимости от просмотров, обычно происходит убытие подписчиков. То есть я на стримах теряю подписчиков. Но мне вот такой фидбэк, то, что я с вами общаюсь, он мне многое дает в плане осознания того, что нужно делать на канале, как нужно делать на канале, и есть ли смысл вообще в том, что я делаю. То есть нужны ли стримы вообще? Я считаю, что нужны. Неважно, хорошо, ну не то чтобы неважно, хорошо это или нет. Важно, что вы приходите, и я прихожу. Пока вы приходите, все хорошо. Если вы перестанете приходить, стримы исчезнут. Никита, вам за это спасибо. Пожалуйста. Скинь ссылку, пожалуйста, на Mi Band, где покупаешь. Вид Волк, я раскрою тебе страшную тайну. В 99% случаев я просто на Алиэкспрессе забиваю название того, что мне нужно. И благополучным образом, после того, как я это делаю, я покупаю из самого дешевого места. Если что, то мне просто возвращают деньги. Данил, ждем обзорчик на ножи. Данил, я готов, но у меня вот 5 ножей, один мне не нравится. Супер крутой, идет уже 1,5 месяца. И, наверное, все-таки придет момент, да, я не буду после суперских ножей ждать этого супер ножа. Я буду на то, что у меня есть, рассказывать. Ты там озвучиваешь соотношение цены-качества. Я же пытаюсь спросить по звуку. Я смотрел топы. Ну, там все сказано, и стримы есть по ушам тоже. Ну, вообще контент у тебя топ, но просмотров мало. Максим, когда год назад мне говорили об этом, а у меня было 7000 подписчиков, я согласен был. Сейчас у меня их 120, и мне более чем достаточно. Спасибо, друзья, что смотрите, спасибо, что приходите на стримы и спрашиваете, что вам интересно. Как жена реагирует на все покупки. А вы посмотрите, сколько лет каналу и сколько я всего купил, и вы поймете, что она смирилась. Ну, нам хватает на жизнь, значит, с покупками тоже все норм. Стоит ли брать Mi 9T Pro? Посоветуй, пожалуйста. Наверное, если вам этот телефон нравится, я его не тестировал. У меня есть топ-5 телефонов, которые у меня были на канале и которые я себе покупал. Соответственно, вы можете их посмотреть. Все остальное я не тестировал. Я думаю, ты хорошо и доступно делаешь обзоры на товары, с удовольствием смотрю обзоры. Подскажи, какие наушники лучше взять для начинающего аудиофила. Любые из тех проводных, о которых я рассказывал. Точно не беспроводные. Покупал ли обувь Xterlink? Лайнинг покупал, Пашка. Саша, а насколько миллионер Powerbank? Миллионер. Я не совсем понял, здесь нет Powerbank. У меня несколько Powerbank'ов. Здорово, злой Карл. Про сушилку будет обзор? Александр, она, по-моему, дорогая. Может быть. Длина стопы 285. Какой размер Midge Sneaker 2 брать? Максимальный, по-моему. На канале есть обзор на Redmi Note 8 Pro? Есть. Вот именно на этот. Во, ошибочка карточки, как все плохо-то, а? Давайте еще разок. В смысле смирилась? Канал не отбивает затраты? Максим пока почти в ноль, но пока нет. Ну, говорю, посчитай.
Кнопочку уже получил, где видос с распаковкой. Алекс, я сказал, что я буду заказывать кнопку только когда у меня будет 130 тысяч подписчиков. Спасибо большое, Дезетер. Теперь вы наш спонсор, мой спонсор и спонсор этого канала нашей тусовки. Огроменная. TicPods 2 буду делать обзор, точнее TicPods 2 Pro я заказал вчера. Денег было жалко, но потратил их. По поводу все-таки канала. Будет 130 тысяч подписчиков, значит 100 тысяч это не ошибка YouTube, значит все хорошо, и тогда я закажу кнопку. Вот такая у меня политика. То же самое, если я когда-то в жизни доберусь до полуляма, я не буду заказывать кнопку на полумиллионе, я буду заказывать ее только когда будет, не знаю, 650 либо 600 хотя бы. Пауэрбэнки Xiaomi норм или как тебе? У меня есть вид волк, несколько обзоров, посмотрите. Норм. Приветствую. Можно ли приобретать твой товар с обзоров? Если да, то как? Модхаус, скорее всего, нет. Почему? Потому что это все муторно. У меня, честно, на это нет времени. Потому что, вы прекрасно понимаете, что я работаю много. Я говорю, я вот, допустим, вчера с утра ушел на работу. И сегодня в обед пришел. И с этими бешеными пешками, не спамша, я по-быстрому сделал обзор на кроссовки. Поэтому, если что-то кого-то не устраивает, вы уж простите. Иначе обзоры будут там 2 раза в неделю, а не каждый день, как я стараюсь. Я стараюсь вообще 3 раза в неделю, но видите, сейчас иногда получается, что там 7 дней подряд, 6 дней, 5 дней подряд, когда как. Если я на ночь, мне не надо оставаться работать, то я стараюсь выгрузить даже 8, 9, 10 часов вечера. Товаров покупаю много, рассказывать есть о чем. 2 полки забито. Потому что я же говорил, что вы пишете, что купить, я это покупаю. Что за ушки красные? Это TicPods, я о них расскажу. И не смотрите другие обзоры пока, если вы не смотрели. Я расскажу, а потом вы посмотрите. Потому что, если честно, я купил их только потому, что все обзоры, что я видел на YouTube, они пустые. То ли потому, что прошивка была хлам на них изначальная. Но я опять же не покупаю товары по полной стоимости в плане того, что я их купил за 3000, а последний раз я их видел, по-моему, за 1006 на Алиэкспрессе. Для меня это дичь. То есть 6000 отвалить за наушники такие я не буду тратить. Вот 3000 я потратил, потому что я потратил на TicWatch 12 тысяч, я их за 6 до сих пор не продал. А прошло 3 месяца с обзора. То есть новые часы TicWatch, по-моему, не прошка, а что-то там C2 или 2C, я не могу продать уже, по-моему, даже за 5000 я выставил в Питере. Дальше. Говорят, TicWatch с последним обновлением перестали тормозить. Конечно, Джейка Скитов, TicWatch перестали тормозить, а еще налоги отменили. А еще не знаю, что. А еще мы все будем жить 200 лет, и небо супер голубое. Ну, я everybody lies. Лгут все, тем более, особенно вот сфера информативная по поводу техники. Лжет просто обо всем. Какая у тебя профессия? Я инженер секрет. Александр, какие проводные наушники запомнились качественным звучанием и выгодой от приобретения? Нет, у меня выгода от приобретения в принципе да нет никакой. Запомнился хейт насчет Элари и Хавита. Вот эти 2 такие вещи, когда ты вроде бы людям хочешь сделать хорошо и рассказываешь о хламе, а выхлоп получается, что люди тебя вообще не слышат, пишут, что ты продался, тебе заплатили за хейт, и в итоге хейт на твои обзоры набирает больше, чем сами обзоры, притом с твоим же видеорядом. Это, конечно, такая мини-печаль, но это мой опыт. Теперь я такие откровенные хейты не делаю. Это как раз для тех, кто спрашивает пользы, почему у меня мало негативных обзоров. Потому что у меня есть вещи, на которые я не снимаю обзоры, а вот скорее всего вот на эту камеру не будет обзора, хотя она стоит 15 рубасов, но я представляю, что кто-то 16 потратил их. Я им расскажу на камеру, что это полный шлакоблок, и они очень неразумные люди. Они расстроятся, отпишутся, захейтят меня. И не такой это ходовой товар. Если люди сделали это, выбор черт с ним. Про ходовые товары я рассказывать все равно буду. Из разряда Galaxy Buds мне ужасно не понравились. Они своих денег не стоят. Это если так, о наушниках, которые мне запомнились. Видите, плохое запоминается. А хорошее, много очень хороших ушей. Все относительно. Hello GT2 мне очень понравились. Сколько стоит Redmi Note 10? Я покупал за 20, по-моему, 8 тысяч. Не могу продать за 20, если что. Как твой OnePlus? Я с него стримлю
Все великолепно. Александр, и снова здравствуйте. Снова спасибо за вашу работу. Скажите, пожалуйста, имели вы дело с самокатом? Нет. Вот. Не был, не было самоката у меня. Очень хочу купить, но пока рано. У меня снег лежит везде. Уже заказал Amazfit T-Rex? Да, заказал. Вовка, я не думаю. Вот я говорю, я уже перешел, наверное, на тот блогерский уровень, когда мне же не засылают, я покупаю. И так как я сегодня покупаю, завтра покупаю. Чтобы делать каждый день обзор, мне каждый день нужно что-то покупать, правильно? И я концентрирую свое внимание только на товаре, когда он у меня появляется в руках. Пока у меня его нет в руках, я стараюсь не думать, не смотреть, не читать. Вот. Кто делал хоть раз такие вещи, или кто писал эссе, там еще что-нибудь, поймет. Пока нет объекта, смысла рассуждать о нем, это уже софистика, наверное, больше. Это даже не демагогия, это разъяснять что-то, софистика. Не забываем прожать лайк, друзья, потому что 150 лайков, 170 человек, дисбаланс. Ладно, шучу. И кто не подписан на канал, подписываемся. Это у нас вариант легкой курилки, когда долгие стримы и быстрые обзоры. Спасибо, Саня, за труды. Доброе дело делаешь. Не забывайте ставить лукасы. Спасибо, Алекс. Есть ли в планах обзора на беспроводные игровые наушники? Да, Никита, они дорогие в основном, поэтому я не знаю, что купить. Данил, на данный момент лучше всего Росмос банку купить из тех, что у меня были. По цене качества, но у них очень узкий функционал, маловатая мощность у этих банок. Поэтому смотрите, для чего они вам нужны, и уже от этого отталкивайтесь. Так. Друг, ты обзор на Mi Watch Color делать будешь? Друг, я их купил, я их жду, конечно, буду. Куда я денусь от Xiaomi-шных-то часиков? Привет, долго идет стрим? Не, 27 минут пока. После просмотра вашего видео купил себе наушники М9, очень доволен покупкой, за полгода использования проблем не было. Ей! Руслан, здорово. Боб, расскажи про часы, которые у тебя на руке. Мне нечего о них рассказывать, у меня есть обзор на канале. Единственное, что поменялось, стала прошивка стабильная, так что так. Я сейчас в них хожу, поэтому я про них решил вам напомнить. Вот. Что-то как-то про флешку, ничего полезного здесь нет пока. Короче, протестирую, расскажу в каком-нибудь обзоре, просто так. Ну, из разряда того, что когда буду рассказывать о чем-то, в конце расскажу про карточку. Честно говоря, думал, что ты на этой неделе буквально каждый день по ролику выкатываешь, но в субботу не случилось. Что помешало? Мора, я в субботу ушел в 7:30 утра на работу и пришел сегодня в 12:30 дня. Поэтому физически было нереально сделать какой-нибудь ролик. Вот. И моя работа заключалась, ну, проще говоря, был весь в запарах. Так что хорошо, что я сейчас пока хоть как-то дееспособен. Меня, во всяком случае, это радует. Которые кроссовки порекомендуешь для каждодневной ходьбы? Те, что вы померяете, походите, там, не знаю, Adidas, Salomon, Nike, New Balance, Xiaomi, без разницы. Кроссы нужно мерить. Мерить до упора, мерить до состояния аффекта, и когда вы найдете свое, вы поймете и будете ходить в этом, образно говоря, вечно. Покупать эту модель только и все. Stratos 3 The Best за цену. Алексей, Stratos 3 просто The Best. Mi Watch глобалка появилась, как я знаю, нет. Подскажите, пожалуйста, есть ли аналог тех Bluetooth ушей от КЗ, обзор на который на неделе выходил? Нет. У них такой ужасный пластик, что аналогов нет. А так я Halo GT2 бы лучше взял. Убей флешку циклами перезаписи. Таких тестов на YouTube почти нет. Максим, вот да, я мечтал просто купить себе флешку на 128 гектар и сжечь ее. Я догадываюсь, о чем вы говорите. У меня нет времени, по-моему, гонять. Сколько ее гонять надо? Неделю, две. Передай привет, Макс, привет. Александр, привет. Подскажи, есть ли список товаров, которые ты продаешь сейчас? Оркус нету. Вот, я говорю, это заморочки лишние. Вы что, телемагазин нашли? Деньги есть, AirPods, денег нет, AirPods, Redmi, AirDots, да. Нет, Halo GT, Артем. Здравствуйте, у вас много обзоров ТВС наушников до 19, все они хорошие. А какие выбрать? А те, что вам нравятся. Почему все? У меня есть топ-10 наушников на канале в конце года, вот посмотрите его, там мои мысли. Какие есть альтернативы Xiaomi Mi 2? Опять же, вы когда смотрите обзоры, каждый слышит то, что хочет слышать. Вот, допустим, КЗшные наушники, я о них рассказывал. Все услышали, что это топовый, ну, фирма как бы крутая. Не как бы, а крутая. Звук клевый. Но вот я не знаю, как вам описать этот шлакопластик. Ну, пластик убогий.
Я не знаю, как вы сможете ходить в наушниках. Опять же, сейчас кого-то обижу. В общем, мне пластик нереально не зашел, поэтому я не могу их советовать. По звуку могу, а если вы у меня спрашиваете, сравнивая с чем-то, я бы их брать не стал между Halo GT2 и вот ими. Дальше, сколько стоит Xiaomi Redmi 8? Google вам в помощь. Завтра забираю на почте Stratos и 3, наконец доехали. Поздравляю. Сабаты потерялись. Так может быть это хорошо? Верните деньги, купите что-нибудь лучше. Ну, работа это работа, можно попробовать заготовить несколько запасных роликов. Да, Мора, вообще легко просто, я и так не сплю, а что еще, мне вкалывать в себя что-нибудь? Спасибо. Три ролика в неделю это более чем для человека одного человека на канале. Тебе прислали серебряную кнопку «Царь»? Нет. Когда будет 130 тысяч подписчиков, я на нее напишу заявление. Пока нет. Сколько стоит, что именно? Попробуй заказать Solomon CR850. Samsung. Все, что нужно заказывать, либо ВКонтакте, вот пишите мне в личку, добавляйтесь в друзья, пишите, либо пишите в прикрепленных комментариях к этому стриму, потому что потом я забуду. Ждешь BPS? Не. Как отвертки Виха? Я, Влад, в начале стрима показывал, отвертки топ будут топом, они вечные. Мониторные наушники, окей. Amazfit T-Rex будешь заказывать? Уже заказал, Андрей. Кроссовки Lightning или Xiaomi? Или Xiaomi, смотря какой у вас размер. Я думаю, Lightning, они все-таки более профессиональные, наверное. Если для легкой атлетики, скорее всего, Lightning, для трейла, наверное, все-таки Xiaomi. Вот. Либо для прогулок Midge тоже, Xiaomi Midge можно купить. Какую экшн-камеру посоветуешь до $100? Захар, попытайтесь GoPro 3 купить, бэушную. Будет ли обзор на часы Xiaomi GTR? А он был, Никита, и на GTR, и на GTS, и сравнение. Главное не количество обзоров, а их качество. Качество есть и количество. Ожиданию тоже должно быть место. Верные каналы подписчики могут и подождать. Максим, пожалуйста, спасибо большое за добрые слова. А что так, Артем, не знаю, о чем вы уже. Вышла новая копия Redmi Note 8 Pro в оранжевом цвете. Тимур, просто лечу, чтобы купить за 13 тысяч телефон, который я не могу продать за 9. Я вот, допустим, свой Redmi Note 8 Pro, опять же, на 8 гигабайт оперативы, не могу за 9 тысяч продать. Та-да! Какой телефон посоветуешь до 15 штук? Злой Карл, наверное, 8 Pro. Вот. Либо, что я еще посоветовать бы мог? Оноровский какой-нибудь. Что за красные кроссовки? Дэвид, это кроссы, о которых я еще не определился, они 900 рублей стоят. Stratos 3 музыкой во время бега можно управлять? Да, можно. Always завезли на ночь. Вроде бы Always on Display завезли. Смешно. Сергей, ну с такими приколами не на этот стрим. Вы, конечно, меня улыбнули, но прикиньте, здесь есть девушки, и они читают ваши сообщения и думают, польза, в топку пользу с такими подписчиками. Хотя я оценил. Или это был намек на мою нестандартную ориентацию? У меня с ориентацией, слава богу, все good. Или, может быть, это плохо. Потому что обычно у людей с нетрадиционной ориентацией в жизни все лучше, чем у натуралов. Как наша история российская показывает. Что думаешь про ленту E-Lite? Думаю, все будет хорошо. Почему обзоры на Havit i93 и Syllable S101 позитивные, в топ-10 наушников они не попали? Дмитрий, потому что они не в моем топе 10. Уши неплохие, но они не лучшие. Та-да! Где-то раньше был с Redmi Note 8 Pro. Здесь все еще на канале, никуда не исчез. Мейзу, Артем, Мейзу это такой вот... Я верю, что тебя она заходит, это дело. Но гемора с ним ого-го. Это их поддержка во всем. Начиная с магазинов. Ну, опять же, это мой опыт, ладно. Может, сам по железу Meizu 16 норм. Спасибо за совет. А так я не советую. Ответь, Xiaomi, Antelope или Pro-Ace. Это абсолютно разные, Дима, как бы продукты. Это для трейлов, а антилопка, она такая больше универсальная. Сделай, пожалуйста, обзор на бюджетный беспроводной геймпад, копию DualShock'ов. У меня в основном такая штука не заходит. Вы примерно, какой вам нравится, скиньте мне ссылку, и я постараюсь. Кроссовки Lightning, какие взять для бега? Было у меня 3 пары лайнингов на канале. Все 3 мне понравились. Посмотрите, начиная от 1500, заканчивая 6 они. Какие ТВС наушники? Опять же, по ТВС наушникам топа на канале. Я пропустил. Что за часы? Xiaomi Midge есть обзор на канале. Получается гибриды. Ну а что, Xiaomi реально выпускает все, в том числе, понятно,
Понятно, Вилса, он может даже не... Вилса может себе Максим вибратор засунуть, и его посмотрит миллион человек. Мне кажется, даже еще 2 миллиона лайков поставит, если он себе засунет и вытаскивать не будет куда-нибудь, хотя бы под мышку. Дальше. AirDots норм наушники. Посмотрите обзор, не особо. Где ты продаешь, что тебе не нужно? На Юле. Добрый вечер. Обычно ничего не продается, и я не успеваю продавать. Добрый вечер. Что за наушники красные в кадре? Это TicPods, а на них будет на следующей неделе обзор. Я думаю, во вторник. Meizu для тех, кто не парится про обнову, а сам я на OnePlus. Ага, Артем, вот это вот норм такое. Сидеть на OnePlus и советовать Meizu. Шах и мат. Еще на канале Польза.нет, который вообще про Meizu рассказывает. Рассказал про наушники, меня сожрали, как будто, я не знаю, Xiaomi предал. Притом у Xiaomi наушники накладные, кроме игровых вот этих, по мне дно, вот что я не слушал. Поэтому я про них и не рассказываю. Что лучше, ASICS или Lining? Була, все мерить нужно. И тот, и другой гигант индустрии, и те, и другие делают очень крутые кроссы. Насчет обзора на нагрудные датчики пульса, или обзор, как именно Stratus и другие смарт-часы сопрягать с Polaris 10, какая действительно разница в показаниях? Вадим, а что мне рассказать? Там сопрягать одной кнопкой. 3 движения, ладно. И по поводу точности, точно очень все. Так, прикрепи ссылку с Юлы с товарами. Нет, вид, у меня нет сил, времени и средств на это. Пожилой колдун 2005. Realme, я не буду их посылать в другие города. Вот в моем маленьком продастся что-нибудь, и черт с ним. Нет, значит нет. Это Xiaomi-шные бюджетные очки для компа. Я их сейчас использую, мучаюсь с ними, потому что мне они неудобные. Может быть, я как-то поменяю свое мнение и расскажу вам об этом. Дальше, что за кроссовка? Про этот кроссовок сегодня был обзор на канале, про этот еще будет. Вот этот вот красненький. И, наверное, меня потом закидают шапками, что это такое. Краундфандинг, это не Xiaomi, но мне все равно. Как бы люди, если не хотят, не хотят, не смотрят, правильно. Не забывай лайк поставить, друзья. Влад, здорово, наушники QCY, QS2 норм. У QCY вообще все норм. Как бы плюс-минус, но всегда все норм. Это не сарказм. Будет ли обзоры на ножи Heiho? Может быть, если вот топ-5 ножей у меня зайдет. Для ежедневного использования какие кроссовки лучше? Лучше те, что вам по ноге, и те, что вы ходили и выбирали. Я еще раз повторяю по поводу кросс, что их нужно мерить, что не только сама колодка может отличаться, а вам тупо может не подходить амортизация. Вот. Видео виснет, чат бежит, это только у меня. Мора, наверное, да. Скорее всего, да, но мы сейчас посмотрим, чтобы у нас не было много разных людей на Wi-Fi, конкретно меня, потому что у меня, как всегда, 10 девайсов на Wi-Fi, и поэтому все ест. Все ест Wi-Fi, люто. Вот. Мы этого не хотим, правильно? Можешь посоветовать, пожалуйста, наушники с таким же форм-фактором, как и с теми, что в кадре? Да, Honor FlyPod Slide, точнее FreeBuds Slide, но лучше подождите обзора, потому что, может быть, вам они понравятся. Я постараюсь сформулировать мнение максимально внятно. Первые эмоции были крайне негативными, а обычно я очень ценю вещи, про которые я сначала думаю крайне плохо, а потом крайне хорошо. Вот. Какие часы для Android Wear тебе нравятся? Только на Android Wear только Xiaomi-шные вот эти Mi Watch. Не тормозили. Ты спалил свой номер и адрес в последнем видео. Бас уже нет, уже стер. Во-первых, во-вторых, абсолютно наплевать. И это не мой адрес. Я тебе еще раз повторяю, что около 19 человек получают мои товары. Это один из них. Вот и все. Ну, да, единственный город тот. Видел ролик про шопинг в Москве. За спортивными кроссовками лучше было в Кант, чтобы пощупать, примерить можно было. Можно было в Кант, можно было в Триал Спорт. Но я шел вот конкретно в этот центр распродаж. Вот. И мне нужен был Соломон. Я не знаю, мне очень нравятся скидки в Соломоне. По итоговым ценам, конечно, у них по обычным не стоковым, а обычным ценам покупать там это самоубийство. А вот, допустим, те же сунтовские часики можно у них купить, ну, очень вкусно. Очень выгодно, ладно, кому не нравится это слово. Решил заказать Powerbank Flow. Понятия не имею, не хочу за 600 рублей Powerbank заказывать, очень боюсь. Сань, здравствуй, сними, пожалуйста, опыт использования OnePlus 7T Pro. Попробуем.
Какие наушники взять за 50 баксов? Топ-10 на канале. Тебе не кажется, что за гибридными часами будущее? Нет, Юрий, однозначно нет. Почему? Потому что зачем нужны умные часы? В 99% случаев это либо девушкам красоваться, либо это студентам и школьникам переписывать контрольные шпаргалочки. Ну, потому что в 10 тысяч раз проще достать телефон и сделать то, что тебе нужно быстро, просто и эффективно. Есть разница между FlyPods Lite и FreeBuds Lite? Нет. По моему, насколько я знаю, нет. Да покажи ты красный кроссовок. Какой именно? Вот красный кроссовок. Он же есть на фотке. Да покажи ты. Вот тыкалки собрались. Некультурные. Как же вам не стыдно? Через что сейчас стримишь? OnePlus 7T Pro. Привет, чем отличаются Halo GT1 от GT2? Только крышкой? Посмотрите обзор, Алексей. Скорее всего, да. Слышал ли про фирму Baseus? Хочу брать у них ТВС наушники. Не тестировал, слышал. Хотите, берите. Сахалин приветствует тебя. Вова, я приветствую Сахалин. Сколько ты зарабатываешь в месяц? На обычной работе неприлично много, Бас. И у меня еще пассивный доход. И каналы, правда, это мое хобби. Ну, такое дорогое хобби, но лучше, чем вдалбываться дорожками сами знаете чего. Или катать на Куршавеле по выходным. AirPods стоит свои деньги? Да, однозначно. Какие ножи ты используешь в распаковках? Валера скоро будет топ-5, по-быстрому сделаю. Посоветуй сайт, где достать технику Xiaomi. AliExpress. Блин, прослушал твой совет по наушникам. Halo GT там как их топ-10 на канале Orcus. Второе место у меня. Вот их я советую. В топ-10 последнем. Где ремешки на Mi Band 4 можно купить? На Алиэкспрессе любые. Но лучше те, что покупали, чтобы у вас рука не покрылась волдырями. Стоит ли брать копию AirPods за 4К? Нет, Сава, можно бэушные купить за 5,5 уже. И я бы лучше так сделал. Главное, чтобы оригинала. Главное, чтобы вас не обманули. Посмотрите, у меня есть, по-моему, обзор на то, каким образом не влететь на это дело. Привет с Украины. Привет с Украины. Посоветуй сайт, где достать технику Xiaomi. Уже ответил. Чем отличается AirDots от EarDots? Влад, у меня есть даже обзор сравнения на канале. Посмотрите. GT1 Plus не буду заказывать, а сет не вижу смысла. У них GT1 как GT2. Эти посерединке. OnePlus Bullets 2T. Я не знаю, что это такое. У меня есть OnePlus Bullets 2. Работаю водителем на бочке. После того, как в нее упал смартфон, понял, что умные часы иметь неплохо. Ну, наверное. Если вы имеете в виду, туда симку можно вставить. Так, на Алике нет многих вещей. Например, мониторов. Влад, если вы хотите монитор Xiaomi, тот, который 30 косых стоит, скоро у меня будет на канале обзор на него. И спойлер, не покупайте его. Я потратил эти 30 тысяч рублей. Мне товарищ послал, громадное ему спасибо, из Китая его. Я так же, как и вы, повелся на обзор на одном из каналов. Не будем называть какой, на YouTube. И моему хейту нет предела, я его, конечно, не буду вспоминать, но не то, чтобы я выкинул эти 30 тысяч рублей, но 30 тысяч он не стоит, а народ его продает за 40. Может быть, я его поюзаю, мое мнение поменяется. Но на данном этапе жизненного развития монитор этот целесообразен только для фанатов Xiaomi. Александр, подскажите, есть ли Xiaomi часы для триатлетов или недорогие других фирм? Александр, есть... Но я не советую. Если у вас профспорт, лучше уже Сунта, Гармина или Полара. Опять же, потому что не очень хорошо Xiaomi считает плавание. Все часы не очень хорошо. И Xiaomi абсолютно не считает беговые лыжи. Для меня это, допустим, критично. Для моих знакомых. Антон Польза. Завтра видос будет? Если смогу сделать, будет. Я знаю, о чем снять. Я не знаю, какой у меня будет завтра график. Я могу завтра также уйти на работу и прийти послезавтра. Или через 2 дня. Здравствуйте, где вы работаете помимо YouTube? На работе инженером. Кстати, Samsung Galaxy A10, Huawei Y6 или Xiaomi Redmi 7. Huawei я бы взял. Уведомление о вызове телефон можно держать в безопасности. Ну да. Так можно купить Mi Band 4 для этого. Ладно, лайк поставил, чутка пообщался, ухожу дальше болеть. Что-то сбои связи у меня. Запись стрима будем смотреть. Так что чур не подтирать. Покеда. Мора, я обычно ничего не удаляю. Счастливо, приятно было с тобой пообщаться. Очень рад.
Не забываем, да, прожать лайк, 200 человек, 43 минуты идет стрим. Стрим у нас долгий, стрим у нас, надеюсь, кому-то полезный. Но я уверен, что тем, кто прожал лайк, во всяком случае, чем-то он полезен. Хотя бы вы видите, что у вас вот такой вот живой блогер, который старается рассказывать вам о каких-то новых фишках, которые купил на Алиэкспрессе на протяжении уже вот 3-й год идет. Классный кубик, купил только что, рад за вас. Кроссы лучше Speed Cross 4? Да, Максим, однозначно. Но опять же, если они вам по ноге. Китаец положил в подарок такой же антистресс, но он так не может, если есть на него обзор. Нет, на него нет обзора, мне кажется, это уж перебор. Что за роутер у вас? МТС. Однозначно лайк, спасибо, Нурлзан. Классные ручки. Ручек нет, если честно, сегодня. Ты пользовался Xiaomi Mi 9 SE? Нет. Для детей Xiaomi есть что? Да, на канале. Даже детские часы, но я их тоже не советую, очень такая тема специфическая. Нашел наушники, уже заказал, спасибо. Блин, только после столько времени на работе я умираю, а ты стрим ведешь. Я тоже Оркус, умираю прям вообще сильно, но выхода нет. Это моя зона ответственности. Стоит ли брать телефоны Xiaomi? Плюс мне очень нравится с вами общаться. Это, не знаю, вы же видите, даже донатов здесь нет. Вот. Хотя мне все советуют через АДБ или еще какую-то лабутень стримить для того, чтобы мне закидывали донат. Но мне кажется, это шляпотень. Главное, чтобы вы ставили лайки и общались. И писали мне, что вам интересно, чтобы я это купил. И эта вещь меня порадовала и вас. Больше позитивных обзоров. Куда дальше будешь развивать каналы? Какая цель и куда ведешь его? Юрий, я уже говорил, что у меня фетиш вообще просто, я не знаю, фетиш. Это чтобы покупать или получать товары до того, как они попадают массовому потребителю. Даже не как некоторые обзорщики, что они там, ну, логично, что миллионники, да даже крупные обзорщики все получают за это деньги. Я готов все делать бесплатно, даже когда буду полумиллионник. Но мне нужны товары до того, как они у кого-то появятся. Вот мне нравится первым все. Я думаю, любого, это какая-то детская штуковина. Вот. И хочу костяк оставить. Вот такие стримы хочу оставить. Ну, весело же. Канал 100 тысяч, ну пусть нас 180 человек. Ну, вы представляете, 180 человек, и мы общаемся на одной волне. Вот. Xiaomi хорошо оптимизировали MediaTek. Нет, не очень хорошо. У меня лагает ассет, а большинство хвалит людей. Никого не встречал, у кого он еще лагает. Но я обычно люто использую устройство, очень не позитивно, и поэтому я подозреваю, что это из-за моих кривых рук. Как ты проверяешь продавцов на Алике? Була, каждый четвертый, ладно, 20% товаров мне не доходит и возвращаются деньги. Поэтому я не особо беспокоюсь, я просто слежу. У меня стабильно открыты 3-4 спора. Знаешь телефон Pocophone F1? Да, хороший. Кидалова на Алике есть? Да, но будьте готовы, вам вернут деньги. Просто распаковывайте обязательно на видео, следите за тем, чтобы пришли своевременно и все. QCY T5 включил бы в топ-5. Какое место? Нет, Марат. Пластик мне не нравится. Я говорю, это мой топ. Вот. Уши очень хорошие. Но мне они не зашли в той мере, чтобы включать их в топ. То есть они не уникальные. iPhone XR норм сейчас. Нет, мне он не нравится. XR вообще. Мне X-овая модель понравилась. Дальше 11 Pro Max, 11 и 11 Pro Max. Меня, как человека, который яблоком не пользуется, у меня жена только пользуется, особо спрашивать про это не стоит, пока я сам себе еще не купил. Можно сделать донат чисто для того, чтобы люди могли получить более развернутые ответы. Максим, так я и так отвечу, и так можно отправлять сообщение платное. И можно подписываться и становиться спонсором канала для со всех взрослых дядек и тетек. И у нас есть отдельные стримы, они не такие частые, но вне формата, скажем так. То есть там может быть чуть-чуть о себе, в основном о себе, скажем. Вы все время спрашиваете личное. Личное вот там. У меня Xiaomi Redmi 6 год, менять его в этом году или нет. Без доната будем исправлять. Парад, спасибо большое. Еще раз, так, у меня Xiaomi Redmi 6 год, меняет... Нет, не меняйте, если вас телефон устраивает, зачем? Так, назови топ-3-5 проводных ушей до 50 баксов. Max Play, я скоро сделаю топ-5 просто. Сделай обзор на весы от Xiaomi. Була, заказал, сделаю. Но если вы не про спортивные, потому что про них я делать не хочу. Прикольные, да, я думаю, кубики просто огонь, потому что они вывозят уже, наверное, мой стрим 7.
Дальше Евгений, всем привет, здорово. Планшет Huawei MediaTek M6, очень крутая штука. Что за штука у тебя в руках? Xiaomi игровой кубик. Сколько тебе я бы не спросил смотреть, купил бы плохие Galaxy Buds. Нурб, ну, они неплохие, просто они не стоят своих денег. Яблоко зло. Стал бы спонсором, но я нищеброд. Максим, зачем? Вот вы на стриме, и вы этим очень сильно помогаете. Я не шучу, тем более общаетесь. Redmi Note 8 Pro или Mi 9T? Наверное, Mi 9T. Meizu все ушли с России, не в курсе. Сразу видно джентльмен. Ну, смотря как смотреть, я бы так не сказал. Просто я на работе не джентльмен, наверное. Кстати, как считаете, Tisa i6 или Tisa QCY T5 лучше взять? Что вам, Ильдар, больше зайдет по внешнему виду? Они совсем разные. Tisa i6 все-таки, ну, они физически разные. А так и та, и другая фирма равноценна, по мне. Mi 9T старшей модели, очевидно, что она. Нормальный магазин на Али, Goldway. Вид волк, у нас нет рекламы, нет упоминаний магазинов, каналов, ну, кроме какого-нибудь там Вилса или Андроньюса, который прям вообще хорошо раскачался за счет суперхейтов и ответа на эти хейты. Добрый день, вы пропустили 2 раза вопрос от другого человека, но он мне тоже интересен. Amazfit GTS или Mi Watch или Xiaomi Watch Kala? Первое, GTS были обзоры и сравнения. Второе, Mi Watch еще нет глобалки, и Watch Kala у меня не было на руках, то есть остается только GTS, Екатерина, поэтому я не могу ответить вам на точно не Mi Watch и не Watch Kala. Может быть, Watch Kala будет английский язык. Если английский язык, наверное, они. Все зависит от того, насколько вы гик. Если вы прям разбираетесь в технике, можете брать Mi Watch, они на английском языке, их можно раскачать, можно перепрошить, с ними можно что угодно делать. Если вы девушка, которая нужна просто красота, либо покупайте себе Apple Watch, либо Amazfit GTS. Вот так. А есть обзор на домашний пылесос Xiaomi? Есть. Екатерина, пожалуйста, спрашивайте. Без проблем. Все мои контакты есть ВКонтакте, в Фейсбуке. В Инсте, если будете писать, я очень часто забываю про нее. Так же, как ВКонтакте в группе. Очень часто забываю про нее. Лучше всего ВКонтакт написать. Вот. Просто добавиться в друзья и написать. Привет, нравится твой канал. Будет ли обзор Meizu 16? Думаю, нет. Ты знаешь или смотришь? Нет уже, Нурп. Я не смотрю его, потому что это не техноканал уже. Привет, Amazfit Bip S представили. Очень хорошо, что нет NFC, печаль, беда. Я не в курсе был, что представили. А когда начнут продажи? Какие рюкзаки Xiaomi посоветуешь? Все, что есть на канале. На канале их было довольно много. И нет ни одного рюкзака Xiaomi, который бы я не мог посоветовать. Потому что, опять же, рюкзаки я покупал себе для своего использования. Соответственно, юзал их. И на выхлопе после этого, допустим, там черный рюкзак, у меня молния полетела. Ну, потому что самый первый, крайне убогий обзор, потому что я на него делал, не обзор делал, когда носил в нем 17-дюймовый ноутбук через год, только через год, хотя он для 17 дюймов вообще не подходит. Он погиб смертью храбрых, у него порвалась молния, вставлять молнию в рюкзак примерно столько же, сколько он сам стоит. Вот, и его я советую. Сейчас я хожу с Xiaomi-шным пабговским рюкзаком. Это кто играет в эту игрушку, знает. Дальше. LG V40 попробую заказать. Что пробовать там? Проблема заказать. Я просто не особо интересуюсь LG, так же, как большинство моих подписчиков. Влад, удачи тебе дальше, хороший канал. Спасибо, Влад. Я просто поражаюсь от компании Xiaomi, они даже автомобили делают. Ну да, так везде, где можно зарабатывать деньги, они их зарабатывают. Нравятся твои обзоры, очень понятно и коротко. Спасибо. Саша, нет желания заказать новый рюкзак Meizu. Траггеры, я честно скажу, я хочу старый рюкзак OnePlus заказать, но 6 тысяч рублей меня, я же заикаться начал, жаба давит, прям вообще люто. Плюсы меньше цена, минусы ждать и гарантия. Не понял, ну окей. i90 тысяч не сломался. AirMac, еще раз повторяю, все вещи, которые вы видите на канале, большинство из них я не использую. Вы представляете, если у меня там, допустим, 270 обзоров было в прошлом году, как много я вещей из этого использую? Ну, 60. Ну, точно не наушников в 200 пар. Мне не нужны в количестве 200. QN2 норм, я не знаю, но за сколько найдете? Какой посоветуешь телефон в пределах 600 баксов? Любой OnePlus. Что за рыжие уши? Это TicPods, они
красные, скорее всего, и я расскажу о них на следующей неделе, возможно, во вторник. А стоит ли заказать телефоны Xiaomi с Али, какие плюсы и минусы? На Тмоле они дешевле просто. Но тоже у вас будет такая же гарантия в России. Беспроводные наушники до 30 баксов. На канале PUBG, правда, говорят, такая хорошая игра, что все про нее говорят. Секрет, она просто очень сильно затягивает. Я не знаю, как сформулировать. Плохая, хорошая, это не совсем корректное сравнение. Вот. Привет, Xiaomi Mi G Sneaker 3 соответствует размеру европейскому. Прочитайте лучше в комментариях и под товаром, и под обзором. Я уже не помню, если честно. У меня соответствовали. Mi Band 4 класс или фу? Класс. Есть ли у вас обзор на увлажнитель воздуха? Да, но лучше всего мойка для воздуха. Посмотрите, опять же, не меня, а комментарии под моим видео. Там очень много ее пользователей. Мне очень жалко было на нее денег, потому что стоит она дорого, но сначала я купил пару увлажнителей Xiaomi-шных, рассказал о них, а потом уже купил мойку воздуха и использую в основном ее. Много пропустил, Сергей? Да немного. Xiaomi не делают автомобили, они продают свой логотип на бампер, правда за качеством следят. Или не всегда следят. Которые уши закрыл... Я понял, Ардак, что вы имеете в виду про накладные уши полноразмерные. Посмотрите еще раз на канале. На канале есть миксайдеры. Я их советую, они дешевые и хорошие за свою цену. Саня, дружище, что лучше для спорта по функционалу, автономности батареи и повседневной носки? Stratos 3 или Polar Vantage M? Что вам больше зайдет? Я бы Stratos взял, но опять же, я не объективен в этом смысле. То есть, если вам внешне нравятся Polar, берите их. Шалом, нет идеи заказывать электросамокат Xiaomi или других брендов. Мапберет пока нет, у меня снег. Зачем он мне здесь, когда у меня снег за окном? Еще будут как минимум месяца 3. Сделай, плиз, обзор на Razer TVS, надеюсь, ты их видел. Noble, я до такой степени плохо отношусь к фирме Razer, что я не знаю, буду ли я что-то на них когда-то делать. Это примерно так же, как Swin. Очень много брендов, которые я могу перечислить, которые мне писали. Мне они кажутся крайней степенью, как это называется. Ну, когда уже падать тебе некуда, как блогеру, тебе нужно тупо заработать много-много денег. Вот они идеально. А так, ну, серьезно, Razer нет. Часы Xiaomi, опять же, это мое субъективное мнение. Никого не пытаюсь убедить в нем. Часы Xiaomi Mi же быстро царапаются. Я и с них ничего только не делал, но царапины нету. А стекло обычно минеральное. Mi Band 4 топ, меняйся лучше на них. Да, ты играешь в Call of Duty? Чуть-чуть поиграл. Друзья, у меня не так много времени, как вам кажется. У меня есть семья, у меня есть работа основная, и у меня есть YouTube. И максимум, что я из себя выжимаю, иногда это побегать, и иногда поспать больше 6 часов. Вот, как бы так. Поэтому... На игры остается мало времени. Иногда в PUBG играю, чтобы тестировать. Mi Band 4, у меня брат рюкзак OnePlus. Он его покупал в оффлайн магазине в черную пятницу за 60 баксов. Он реально стоит своих 90 баксов на Али. Трагер, ты не сделал мою жизнь легче, ты сделал ее хуже. Я очень хочу его купить, но я не хочу тратить 90 баксов на рюкзак. У них можно менять цветовые обои. Даниил, окей. Пришли QC White 5. Они хороши. Я очень рад этому, Ардак. Дальше Александр. Как тебе наушники Marshall? Александр Михайленко. Они мне конкретно ужасно. Вот так же примерно, как и большинство Sonic. Все, что я мерил в магазинах, мне не подходит. Либо по звуку, либо по форме. В какой области работаешь инженером? Вы прям скоро в следаки пойдете. Я обычный инженер радиоэлектронных средств. Саша, привет. Посоветуй Powerbank большой емкости с возможностью отдачи 12 Вт. Практически все, Иванов. Христофор. Будешь делать обзор на моющие пылесосы? Наверное. Я даже один тестирую, но пока не знаю, как о нем рассказать. Потому что он плохой. Вот. Я стараюсь на канале дозировать в последнее время хейт. Видите, меня все-таки негативщики и хейтеры, они как-то держат меня вот так вот в рамках. Дальше хочу заказать наушники с Gearbest, поскольку там доставка быстрее, чем на Али. Ильдар, у них доставка дольше, чем на Али, поэтому я на Gearbest перестал покупать. Расскажи про часы, про очки. Air Mac. Когда я сформулирую до конца свое мнение, я обязательно сделаю на них обзор.
Пожалуйста, передай привет, Данил Черный. Привет. 12 вольт, то есть альтернатива авто. Угу, угу. Пока не юзал. Не ватт, а вольт. Всем привет, давно стрим. Поздравляю Мора с повышением. Так вроде он и был. Игорь, привет. Что за красные наушники? Тикпоцы уже рассказывал. Channel чего-то там. Пиши в контакт, может быть. Расскажи про силикон. Серьезно, Андрей? Ну вот в следующий раз просто вы будете заблокированы на всем канале. Здесь есть девушки, здесь есть девочки, здесь есть дети, в конце концов. И на стриме тоже. И давайте все-таки будем культурными людьми и общаться на заданные темы для нас. А для нас, по большому счету, это все, что есть на Алишке, все, что вы видите, я покупаю в больших количествах. На очень большое количество вещей я не успеваю делать обзоры, и это меня пугает. Вот. Что меня не пугает? Меня не пугает то, что я делаю, сейчас мне уже начинает нравиться. То есть я выбираю вещи, которые мне реально интересны. Как тебе Apple девайсы? Хорошо и дорого. Александр, дружище, ну ответь, пожалуйста, что лучше для спорта? Ромарио, если ты меня еще раз спросишь про это, то я буду ругаться. Почему? Потому что вы каждый должны сами делать выбор. Еще раз повторяю, Полары считают беговые лыжи, Стратосы нет. Если вам не нужны беговые лыжи, Стратосы, если нужны, то Полары. Какое термобелье используешь для пробежки и занятий спортом? Данил, у меня типа лайфхаков. Ну, вообще, обычно соломонки. Ой, не соломонки, Коламбио. И найковская у меня есть. Какие, по-твоему, лучшие ТВС наушники до 10 тысяч деревянных? AirPods. Посмотрите топ-10 на канале, последний. Вот там все описано. Посоветуй тогда беспроводные наушники, а на цену пофиг. Синхайзеры последние в магазине. Если что, придете, если будет брак, поменяете. Или если не понравится. Я зашел впервые на твой канал, мне понравилась. Какая твоя любимая компания? Xiaomi. Да нет, моя любимая, наверное, все-таки Apple. Просто я считаю, что у нее ценообразование как бы ненормальное. Хотя мы живем в России, я конкретно живу в России, для меня ненормальное у них ценообразование. Для тех, кто живет в США, наверное, нормальное. Я понимаю, что количество ампер у Powerbank это индивидуально, но скажи, какой объем лучше для тебя. 20 тысяч махов, миллиампер часов. Какие ограничения дает бан? Секрет, нельзя комменты писать, по-моему. Раньше человек не мог смотреть канал. Что за портфель Xiaomi PUBG? Есть на канале Вандерд, и не портфель, а рюкзак. Игрушка Xiaomi у меня в руках. Саша, привет. Будешь ли обозревать, когда Amazfit T-Rex? Я уже Олег их купил, жду доставку. Тут уже от меня ничего не зависит в этих случаях. В этом случае уехал из Синхайз, из Шенген, жил там год. На мое удивление, Xiaomi не носит, это непопулярная компания. Очень скучаю по Xiaomi, спасибо за обзор. Пожалуйста. Бип стоит своих денег? Конечно же, да. В руках у меня еще раз Xiaomi-шный кубик. О каком наборе отверток шла речь в начале стрима? Вот эти Xiaomi-шные отвертки вечные Виха. Очень убогий у меня обзор на них есть на канале. Я когда-нибудь, может быть, сделаю обзор Виха через 1,5 года, 2 года использования. Ну, топ. Вот прямо радует нереально. Понятно, как приятно. Хорошо, нужно подписаться, годный каналчик. Я рад, если подпишетесь. Не забывайте прожать лайк, самое главное. За очки, Xiaomi-шные очки за 900 рублей, пока не сформировал мнение. Неудобно они мне пока. Может, я что-то не так делаю с ними. Хотя что, очки надел и все. Смотрел твой обзор на кроссы в кадре. Спасибо, планирую взять. Хорошо, но если у вас есть возможность сходить в сток Соломона, сначала сбегайте туда. Привет, покупал кучу ремней для Pace, рвутся через месяц. Что посоветуешь? Я посоветую вот такие вещи покупать в официальных магазинах Amazfit, потратить эту 1000 рублей и купить хороший ремешок там или 800 рублей. Ничего у вас рваться не будет. Что можешь сказать о iPhone SE? Он старенький, Игорь, и его все любят. Заказал Xiaomi QCY T5. Какая будет задержка с ПК? С Redmi AirDots ее не было вообще даже в играх. Значит, и с ним не будет, если вам придет оригинал. Тебе нравится Apple Watch? Конечно же, но для них нужен iPhone. Noble, ну вот здесь хорошо. Слова подбирайте. Напишите iPhone SE плохой.
Дополню, Шэньчжэнь, извини, пожалуйста. Очень странно, что в Шэньчжэне их не носят. Народ, русские блогеры там показывают американские, что все в сяомишках. Ну, для них это не дешевая компания, нужно еще понимать. Потому что у меня два товарища тоже живет в Китае, и там не так много людей получают. Что за красный? Нет, на эти красные наушники будет обзор во вторник. Подскажи наушники для бега и в общем спорта. Что про Honor X Sport AM61 скажешь? Orcus, ничего, у меня их не было на обзоре, все остальные обзоры на канале. Первые, по-моему, у Huawei у меня были шнурки норма, а лучше всего булицы. Сколько вы примерно тратите в месяц на гаджеты с обзоров и что с ними делаете? По дому они валяются, и что-то может получается очень редко продавать и дарить, да. Посчитайте, сколько я за месяц трачу. Я не хочу. Когда я считал, мне это очень цифра не нравилась вообще. Очень, очень дорогое хобби. Александр, добрый вечер. У вас замечательный канал. Скажите, где ссылка на донат? Рагнар, ее нет. Можно отправить платное сообщение, либо подписаться, стать спонсором канала. Вот. Когда-нибудь, может, сделаю донат. Потом, в общем, что-нибудь как-нибудь. Я не знаю, как сделать это грамотно. Сейчас комп соберу и буду уже разбираться со всеми этими штуками, может быть. На хорошие бюджетные... Спасибо за, кстати, такой вопрос. Очень, очень приятно, когда люди хотят поддержать канал. Так, дальше. Как ты собрал этот кубик? По этой инструкции. Я не думал. Я поступил как не русский человек и собрал его по инструкции. Меняй его. Окей. Что за стол? Это просто фон. Дальше, знаешь про мониторы Xiaomi? Еще раз One Day. Я купил 34-дюймовый монитор Xiaomi. И, скорее всего, до конца следующей недели я сделаю на него обзор. Но те, кто планирует его покупать, не смотрите этот обзор. Скорее всего, что мне довольно тяжело говорить, но я его буду хейтить. Он не стоит своих денег. Во всяком случае, в России это точно, в Китае своих денег стоит точно. У нас не стоит. Потому что при пересылке он нереальная цена для его характеристик, вот кратко так. То есть он стоит на 33% дешевле, чем его конкуренты, но в Поднебесной. А у нас стоит он на 40% дороже, чем конкуренты в той же категории, но вот в России. Что думаешь насчет изогнутых мониторов? Пока ничего, он мне еще не дошел. Какой комп собираешь? Что за комплектующие? Я хотел сделать на это стрим. Политовская карточка GeForce RTX 2070 Super. Так, материнка B450 Aorus. Проц у меня будет этот AMD-шный семерочка на 3700X. Удачи автору каналу и развития канала. Спасибо большое, Ласкрас. Дальше. Александр Харбаев. Соли только Ryzen можно брать? Я не соли брал. Я все брал вот в соседнем магазине, образно говоря. Часть на Озоне, часть в этом... в ДНСе. Ну, а ссылки оставлю, во всяком случае, на железке. А так все это, проживая в Москве и Петербурге, дешевле можно купить. Если тебе дали 5000 рублей и сказали, купи один гаджет, каким бы он был, Misfit Pace, какой смартфон посоветуешь? Либо QN2 телефон, если телефон. Какой смартфон посоветуешь до 17 тысяч рублей? OnePlus любой. Бро, что лучше взять? Redmi AirDots или KZ? Redmi. На шавуху заработал. Була, ну, сарказм, если честно, неуместен, потому что, если вы смотрите мой канал, тут чуть-чуть другая политика. Я очень благодарен всем, кто здесь находится, и хейтерам в особенности, наверное, потому что они приходят постоянно. Их тут человека 4 примерно. Я даже ники ваши знаю, но и постоянным тоже спасибо. Дальше лайк, годный комп получится. Orcus, я расскажу о нем быстренько. Быстренько, простенько. Есть дешевые наушники с активным шумоподавлением. Рашид, дешевые наушники с активным шумоподавлением — это такая же обманка, как и часы с измерением давления. Телефон OnePlus не разочаровал. Игорь, я на нем стримлю. Нет, это супер топовый телефон. И очень странно, что у меня на канале висит хейтерский обзор на него, потому что руки не доходят снять обзор хороший. Скузи.
Кстати, следующее будет после сборки компа, который мне обошелся и Гиге, и Йохохоу. Покупка айфона все-таки 11 Pro Max супруги. И потом я буду покупать, может быть, себе нормальную камеру. Может быть, если с меня шкуру не снимут за попытку потратить 2 соточки на камеру, объектив, что в принципе тоже возможно. Вышли новые наушники Amazfit Power Buds. Что-нибудь слышал о них? Слышал, что все о них мне пишут, но я не знаю, где их купить пока. Порадьте Bluetooth наушники для детей. Не понимаю, Олег. По-русски пишите, пожалуйста. Дальше, что делать другу, если ему пришли не оригинальные Redmi AirDots с Али, а распаковку не снял? Пусть снимает то, что есть. Может быть, повезет. Если наушники, как UCY T5 с таким же форм-фактором, примерно с такой же ценой, не больше 2000. Нету таких, Эльдар. Что думаешь о Вилсакоме? Нобл, а что вы думаете о ОРТ? Это федеральный канал, на котором одна реклама, но все его смотрят. ТЧК. И все коммерческие каналы мечтают быть такими, как он, наверное. Планируешь телефоны покупать? Бюджет. Александр, пока нет, они у меня не особо заходят. Если вы посмотрите на канал, про мои обзоры телефонов смотрят столько же, сколько наушники. Только на телефон я трачу образно там 40 тысяч рублей, 10 тысяч, 20, 30 в основном тысяч рублей, а на наушники 3. Соответственно, 10 обзоров по цене одного, ну, так себе выгода, правильно? Это я пытаюсь объяснить, что я буду рассказывать обязательно, но после того, как я встану на ноги, я буду покупать вот так, прям там, по 5 телефонов в месяц. Пока я не могу себе это позволить, даже близко. Как называется эта игрушка? Куб, Xiaomi, все. Антилопа еще топ? Конечно, да. Добрый вечер, что бы ты выбрал? Google Pixel XL или Xiaomi Mi 9T? Я бы Mi 9T взял. Почему не делаешь донаты через Donation Alerts? Бас, честно, я, наверное, такой тупой, что я не могу настроить его. Я его когда настроил, мне ничего не донатили, я его удалил. Вот, а сейчас у меня тупо нет времени. У меня либо сидеть настраивать донат себе, либо делать видос. Я выбираю видос. Либо договариваться с рекламщиками, либо делать видос. Я выбираю видос. Либо пытаться найти спонсоров, либо делать видос. Я выбираю делать видос. И поэтому я делаю много достаточно обзоров. Мое мнение. Во всяком случае, я делаю столько, сколько могу. По максимуму. Какие умные часы посоветуешь до 13 тысяч, желательно с круглым дисплеем? Stratos 3. Amazfit. Но они больше спортивные, чем умные, хотя людям нравятся. Что скажешь про Xiaomi Bluetooth Audio Receiver? Данил, ничего, у меня его не было на тестах. Добрый вечер, о чем в данный момент идет речь? Алексей, обо всем и ни о чем. Мы общаемся, люди задают вопросы, я отвечаю на них. На канале что-то происходит, какие-то обзоры, какие-то планы. И вот что вам интересно, если вы смотрите канал, вы можете спросить. Если не смотрите, можете зайти на канал, посмотреть, что вам интересно, и спросить сейчас. Что за серый ремень на столе лежит? Серый ремень. Серый ремень. Серого ремня нет. Есть кожаные перчатки только, Xiaomi-шные. Есть телефон Xiaomi-шный. И это держатель для камеры. Фиксатор, держатель, крепление. Ремней здесь нет. Нет ремня. Дальше. Камень. Камень. Камней на столе нет. Это под очки. Чехольчик. Ждешь ли Mi Band 5? Аж трясусь. Еще 6, 7 и 8. Без сарказма. Спасибо за эфир. Пошел спать. У меня уже поздно. Сохрани. Обязательно была. Спокойной ночи. Не забываем прожать лайки. Может 3 сотни наберем. Что за мобила лежит? Это Xiaomi-шная мобилка. Был обзор на канале QN. Мне понравилось. Можно, самый плюс ее в том, что ее можно использовать как Wi-Fi точку. Вот. И то, что камеры нет. Для некоторых организаций это полезно. Мне эти кубики тоже уже 2 месяца идут. Придут, куда они денутся. Привет, QCY T5 или GT2? Что бы ты взял для себя? Halo GT2, однозначно. Здравствуйте, что скажете про новые ТВС наушники Realme? Ничего, Ислам, я их не тестировал, стоят они не дешево, поэтому... Одни из наушников. Под очками телефон. Это КЗшные ушки были на обзоре, но это не Xiaomi. Как-то не в тему это. Не Xiaomi же ж.
Вы сказали в кадре, что TicPods Free. За сколько купили? Ты 400 эти и 2 Pro я купил, по-моему, за 7000 вчера. Вот, я как раз купил за десятку, чуть больше, новые часы Amazfit и за семерку уши. 17 тысяч за день потратил на эти товары для роликов. Жесть. Ладно, под очками. Так. Вы сказали, тун. Стоит ли брать беспроводную зарядку или это деньги на ветер? Спрашиваю раз в пятый, наверное. Сергей, а зачем вам беспроводная зарядка? Если у вас есть девайсы для беспроводной зарядки, стоит. Если нет, то не стоит. Та-да! Что это за очки? Xiaomi-шные очки для компа. А почему Stratos E3 лучше, чем Amazfit GTR? Потому что на GTR нельзя повесить нагрудный датчик. Что скажешь про Ильдар? Я еще и сегодня покупал товары. Чтобы делать каждый день обзоры на товары, нужно каждый день покупать товары. Это логично. И ждать там 40 дней. То есть 40 дней назад я также что-то купил. 39 дней назад. Ну, то есть у меня план каждый день что-то покупать. Noble Global мне хватает для того, чтобы частично компенсировать. Есть программки, чтобы посмотреть. Он позволяет мне практически в нули выйти. В ноль не позволяет, но почти в ноль получается. Привет, то есть я чуть-чуть в минусе. Привет стоит, но если все продавать, то буду в плюсе. Но вообще это не тема стрима. Привет, стоит ли покупать КЗ ТВС с 2 драйверами? Мне пластик очень сильно не понравился, поэтому не буду я советовать. Добрый вечер. Планируешь ли делать обзор на Xiaomi 9 SE? Опять же, потому что это стрим, так наушники хорошие. Просто из всего многообразия, что у меня есть, я их выделить не могу. На Xiaomi Mi 9 SE не планирую обзор. Вообще абсолютно не понимаю, зачем делать на него обзор, потому что я делал на Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 10, и у телефонов у Xiaomi столько, и до такой степени они похожи. И в одних они ставят медленную память, в других они ставят плохую камеру, в третьих они ставят плохой экран с шимом. Не идеальный у них, к сожалению, телефоны. Вот. Но на Redmi Note 8 Pro я много снял обзоров, и на Mi Note 10 уже тоже. Лагает стрим. Троян, мне кажется, это не особо важно ввиду того, что все-таки в основном-то это звук. Или у вас и звук лагает тоже, признавайтесь. Redmi Note 10. Ну не Redmi Note, Xiaomi Note 10. Я уже заговариваюсь, Пума. У меня, в отличие от тебя, идут третьи сутки, наверное, без сна. Нет, вторые. Притом в это время я думаю. Плохо, когда ты думаешь во время того, как не спишь. Топ-3 городов России, в которых ты был. Питер, Москва, Екатеринбург. Дальше. Что лучше, Redmi Note 7 или Redmi Note 8? Redmi Note 8. Не лагает стрим ванны. Спасибо большое. Звук отличный. Самое главное звук. Что скажешь о Redmi Note 6 Pro? Ничего, я говорю, Xiaomi-шные телефоны это такая штука, ну ты получаешь одно, теряешь другое. То есть, когда ты что-то покупаешь, нужно четко покупать, зачем ты это понимать, зачем ты покупаешь. По мне, Redmi Note 8 Pro это то же самое, как Mi Note 10, Xiaomi Note 10. Это штука, чтобы снимать ролики. Ну, вы видите, я ролики снимаю, я на них снимаю частично. Вот. А чтобы играть, я бы не стал их брать. На Mi 9 норм играть было относительно. Будут ли на канале обзоры ноутбуков с AliExpress? Они были, не очень заходят. Xiaomi-шные. На Алике его продают, да. Саша, привет. Ссылка на оранжевые кроссы странная. Там пользователи жалуются не на отправку товаров, а оранжевых вообще нет. Андрей, я уже говорил, что ссылка для примера. То есть вы можете просто там скопировать название и искать до упора. Почему? Потому что эти кроссы раскупают быстрее, чем они появляются. Я заказал черные. Магазин мне отправил оранжевые. Пока они шли, магазин уже AliExpress закрыл. Я мониторил в другом магазе отзывы. Другой магаз тоже закрыли. То есть это ссылка на единственный рабочий магазин, который, ну не единственный, их там, наверное, штук 6. Там больше всего размеров. Вы берете, копируете на Алиэкспрессе название этих кроссовок и пытаетесь найти их. Тяжело их найти. И говорю, вот такие вещи, они определяются, если честно, по моему мнению, субъективному, это потребностью. То есть, если люди покупают, то их тяжело найти, значит, они норм. Дима, огромное спасибо. Спасибо за донат. Очень приятно. Дима Алдушин.
Какая твоя любимая вещь Xiaomi? Mi Band 4. Xiaomi 2017 огонь часы. Был обзор, мне понравились. За 1000 рублей более чем. У них же несколько, кстати, их. Хандер. Что лучше по мне качеству? Stratos 3 или Garmin Fenix? Точно не Garmin. У Garmin просто космос цена. Просто космос. Слева под рукой что за тапки? Это а-ля краундфандинг Xiaomi. Обошлись мне в 900 рублей. Поставьте плюс, сделать на них обзор или нет. Потому что, исключая того, что здесь нет ванизма, они не отрываются. И почему-то они мне еще не порвались. У них нет никакой амортизации практически. Плюс, да ладно, ну ладно, я о них сделаю обзор. Я не знаю, как я его сделаю, честно. Я, конечно, тот еще словоблуд, не знаю. Но я каждый раз, кстати, когда я сажусь делать обзор, я думаю, обзор будет минуты полторы. В итоге получается 5. И когда вы видите 5-минутный обзор, в моем понимании я сделал опять какую-то лабутень. Вот анти хороший человек. Мат, уберите, пожалуйста. Вот, вы будете чуть-чуть заблокирован пока. Еще раз, на канале мата нет, хамства нет. Хотите поматиться, пишите мне в личку ВКонтакте, я вас добавлю и пообщаемся. Может, даже созвонимся, если уж совсем вам хочется рассказать мне что-нибудь личное. Личное, сокровенное с матом. Вот, Adidas и Nike лучшие по кроссам? Нет, однозначно. Для меня лучше всех вообще, вот мне подходит Mizuno. Вот. Следующими бы я поставил Айсекса по скорости. То есть, если в моем понимании хочется что-то там рвать, метать, мне вот в них удобно. Ближе к универсалкам Nike Pegasus. Вот. Соломоны это трейл плюс зима. Как бы так, вот если кратенько. А Adidas точно нет с их бустом. Я не знаю, вот сколько не надевал их, даже вы меня будете убивать, но Under Armour некоторые модели лучше, чем Адики. Добрый вечер. Посоветуй, пожалуйста, хорошие амбушюры для внутриканальных наушников. Юрий, идеальный вариант. Вы снимаете со своих старых внутриканальных ушей Sony, Panasonic или еще чего-то амбушюры, которые вам зашли, и все. Потому что если вы будете покупать, как я несколько раз покупал амбушюры по 3 сотни, и в итоге они мне никакие не подошли, даже обзор не смог сделать. И с RN, это проводные наушники, я пользуюсь пенными сейчас. Но опять же, они мне пришли в комплекте с ушами за 100 баксов. То есть можете любые пенные купить. Когда планируется обзор на новую зимнюю куртку Xiaomi с аэрогелем? Юра, а он уже был этот обзор на новую куртку Xiaomi с аэрогелем. Но еще на одну скоро будет. Какие часы порекомендуешь не для спорта до 13 тысяч? Никакие. Та-да. Любые. Любые, какие хотите, если не для спорта. Розыгрыша бенда будет в трансляции между участниками, бла-бла-бла. Get price. Читай описание к стриму. Ты первый, кто кстати, довольно такой странный вопрос задал. T-Rex сразу отправили или такая же ситуация, как со Stratos 3? Пока еще ничего мне не отправили, пока я только заплатил. Привет, можешь подсказать зимнюю обувь для постоянной ходьбы по городу? Данил, да, Эко, к сожалению. Эко. Да, вот такая вот лабутень. Я в ботинках эко хожу. Что думаешь про пенные амбушюры? Паша, хорошая эта штука, главное под себя подобрать. Добрый вечер, добрый Эдуард. Не забывай прожать лайк, а дальше уже разберемся. А Покафон F1 как тебе? Виктор норм. JBL топ наушники за свои деньги. Константин уже нет. После того, как я начал их расхваливать, хотя их толком, вот у меня были одни накладные, наверное, за жизнь. Люди мне стали писать в комментариях и в ВКонтакте о том, у кого какие негативные эмоции по поводу JBL. И если вы не покупаете что-то очень дорогое от JBL, это многим не нравится, сформулирую вот так. Puma это тикпоцы. Какой телефон лучше всего взять до 400 баксов? До 400 баксов любой OnePlus, на что хватит денег. Как купить с краундфандинга? Lintax, очень это длинная история, через AliExpress даже можно. Подскажите, у Xiaomi куртка есть с влагозащитой, по дизайну типа куртка с Gore-Tex, не могу найти название, если можно. Василий, курток у Xiaomi, наверное, штук 30, я обозревал только 6, поэтому не скажу, я не умею читать мысли. Поставил лайк, спасибо, Эдуард. Наруто, здорово. Странно, у тебя имя Наруто, а не из мультика Ава.
Никак. Эко живут у вас, последние отзывы очень удручают. Даниил, последние эко у меня жили 9 лет, эти пока живут год, но я не буду говорить цену, за которую я покупал. А, скажу, я за 16 штук ботинки эти покупал, я не думаю, что они сдохнут у меня за год, потому что гарантия 2. Та-да, да, с Епина, через знакомых Линтакс, либо через компании, которые доставляют из Китая, либо через моего знакомого, но опять же нужно понимать, что покупать. Вот. Будешь ли делать на... Мистер Кашовский, либо вы с памяти, либо вы издеваетесь. Я уже раз 16 сказал, что я купил MSFit T-Rex. Вот, так-то. Какие очки для компьютера порекомендуешь? Не эти, а те, что у меня были на обзоре. Посмотрите на канале, были одни всего. Как камера OnePlus. Посмотри последние обзоры, штук 5. Вот это она, наполовину с Xiaomi. Какие накладные наушники купить? Миксайдеры все хорошие. Видите, не имея никаких связей с фирмой, я советую фирму какую-то. Почти ноунейм. Но все, что у меня было от Миксайдера и все, что люди писали, хотя я их довольно мало смотрел обзоры на Миксайдера, отзывы исключительно позитивные. Как вам Mi 9 Lite? Я пока не тестил. Дима, ты меня решил закидать просто деньгами. Спасибо. Это не сарказм. Копи давай на какой-нибудь телефон новый. У Эко цена, конечно, огонь. В руки берешь их и трогать. А потом ценник смотришь и плакать. Да, ценник вообще у них просто нереальный. И потом хочется говорить, что они рвутся. Я вот сразу вижу, когда вижу ботинки за 16 тысяч, сразу понимаю, что они порвутся скоро. Влад Жуков, огромное спасибо за донат. Спасибо за обзор. Очень понравился ролик про мультитул. Хотелось бы увидеть и про остальные. Влад, если все будет хорошо, завтра к 9 вечером я выгружу еще про один мультитул. И может быть на следующей неделе и еще про один. Было тяжело разобрать. Они его герметиком заливают, прикиньте. Вот сейчас мультитул, который у меня на руках второй, он был залит герметиком. Да-да, но я его разобрал. Точнее, мне помогли, если правильно сказать, потому что если бы я этим всем еще занимался, единственное, что мне мужички помогают некоторые разбирать всякие штуковины. Последнее время, опять же, мультитулы. Все остальное я сам разбираю. Пума, я бант написал, не понял ничего. Где покупаешь игрушки от Xiaomi? Через товарища на часть на Алиэкспрессе, часть через товарища, который живет на границе с Китаем. Птичий участок в миллионный раз, инженер я радиоэлектронных средств. Разве это важно? Honor FlyPods и Lite или QCY T5? Honor FlyPods Puma, ты меня замучаешь наушниками. Я тебя очень хорошо помню. Хватит, хватит, топ-10 смотри. Растворители возьми. Зачем? Ты пытаешься мне посоветовать, чтобы я убил себя и не расстраивал тебя своими стримами или обзорами? Можно меня просто не смотреть. Будет живой человек, будет канал, может быть кому-то он нравится. Канал топовый, стримы твои топ. Спасибо большое, Серджи. Не забываем прожать лайк. Может 4 сотни наберем, хотя я сомневаюсь, но все бывает, так сказать. Цена у них разная, форм-фактор. Если деньги, то лучше Honor, все просто. Да, однозначно. И качество пластика. Почему не нравится Razer? Быстро ломаются? Да, Noble. И не стоит своих денег. И дешево выглядят, по моим меркам. Halo GT1 за одну штуку нормально? Да, но лучше Halo GT2. Там добавь 100 рублей. Будет ли обзор на IS-01? Я не знаю, что это такое. Почему лицо на YouTube не светишь? Птичий участок, если вы хотите на меня посмотреть, вы с легкостью можете пойти в Instagram, Контакт и Facebook. Когда-нибудь, когда я стану большим и серьезным дядей и пойму, что неважно, какой у меня фейс и каким образом, удачно или неудачно я использую свою мимику, может быть, на канале оно появится. Но тогда обзоры будут длиннее. Они и так по мне длинные, 5 минут. 5 минут! 4,5-5. Нужно еще и короче. А если будет фейс, то они станут 7, понимаете? Я еще захочу пошутить, там вообще 10. И сам себя начну ненавидеть. Ах, лучше об этом не думать. Дальше. Дальше. Дублирую вопрос. Покажи, расскажи еще пару слов про КЗ С1. Все хорошо, кроме пластика. Мне он не нравится. И отзывы вы сами видели, в основном позитивные. Я плохих вообще не видел. Плохие только если людям не послали их. Соньки не слушал 500, поэтому не скажу. Сколько стоит отвертка, которая на столе? Штуку. И она своих денег стоит. Она и 3 стоит, если честно. То есть, мое мнение, она просто нереальный топ. Какие наушники лучше всего взять до 50 долларов, чтобы не разочароваться? Топ-10 на канале. И не разочаруйтесь.
Скоро куплю телефон Nokia 3.1 Plus. Расскажите, мне очень интересно. Подскажи наушники для плавания. Евгений не встречал таких, они только у Sonic нормальные, мое мнение. Дальше, это такие часы Halo, полное название. Нет, не хочу. Может быть, куплю, чисто чтобы написать Xiaomi Halo IS01 порвали всех, Apple умерла. Ну, что-нибудь такое. Но пока желания нет. То есть это как калькулятор маленький. Отличный же фейс, грех не светить. Дезетер, вы же мой подписчик, правильно? Вам не важно, какой у меня фейс. А есть люди, не подписчики. Пока рано. 36 мне, птичий участок, древние. Умные кварцевые часы, как у тебя, Белоруссии, стоят 85 баксов, а ты за сколько брал? Спасибо за инфу. Я брал на Алиэкспрессе, я, по-моему, в ролике даже сказал за сколько. Вот. Посоветую телефон за 15 штук, обязательно NFC. Любой Honor. Вот. Что за красные уши, тикподсы, будут во вторник обзор на них, постараюсь сделать. Алексей, да нет, тут даже не нормальный, ненормальный. Здесь формат надо менять, если лицо показывать. Просто формат канала поменяется изначально. Сейчас это просто люди меня смотрят, которые ценят свое время, ценят сжатую информацию, ну, либо хотят вот так на стримах посидеть. Возможно, на стримах уже есть смысл фейсом светить. Я подумаю. Вот. Даже не девчонка с грудью третьего размера, понимаете? И не Уилса с супер бородой. Так, актуальный Honor FlyPods в 2020 для смартфонов Honor. Да. Вы считаете, какое качество наушников с Xiaomi Redmi AirDots придут с AliExpress? Наруто, я отвечу вам вопросом на вопрос. А как вы думаете, где китайские наушники китайской фирмы, которые производятся в Китае, должны продаваться в Китае? А кто продает товары из Китая? AliExpress. Да, я думаю, нормально, если вы китайские наушники закажете в Китае, и китайцы вам их пришлют. Каким спортом занимался? Вадим, ну не стоит меня прям совсем со счетов списывать. Я и в троеборье, и пятиборье иногда участвую, и бегаю, и плаваю иногда, и на лыжах бегаю. А так легкой атлетикой в юности. Но супер результатов не было, и они не поменялись, поэтому было бы неплохо посмотреть обзор на эти наушники. Он будет обязательно, и я купил их, и потом купил их вторую версию. Уверен, что обзоров на вторую версию не будет, они очень дорого стоят по мне. 7000 это дорого. Школа тебе в жизни пригодилась? Мне вообще ничего в жизни не пригодилось, кроме... Кроме чего? Кроме фразы, несколько фраз, если кому-то интересно. Это... Нюни не распускай, сопли на кулак намотай и дальше. Потом движение жизни, остановка, смерть. Потом, ну, такие маленькие... Ну, не знаю, это все, мне кажется, не для стрима. Вот. Это не про технику. Дальше. Когда выйдет Xiaomi Mi Pad 5? Я очень жду его, как выйдет, так выйдет. Какие недостатки кроссовок с последнего обзора, так как с обзора их не услышал? Почему? Я же сказал, что недостаточно, для снега недостаточно они высокие. Тяжело купить, то есть с размерами проблема. В магазин не прийти, их не померить. Наверное, все. И тяжеленькие они достаточно. Я же показал для специально Соломона 380 грамм с высоким верхом. А эти на 30 грамм тяжелее. Что бы ты хотел взять на обзор, да руки не доходят? Не руки не доходят, на что у меня денег нет. Я бы яблочные товары все бы потестил. Я бы однозначно восьмую 100% экшн-камера бы прогнал все. Но для этого, мне кажется, нужны красивые виды. То есть с какого-нибудь склона горы покатать, вот примерно так. Потом, что бы я еще хотел? Ноутбуки я бы потестил с удовольствием, потому что я знаю, как их убивать. Это не из разряда «О, я такой крутой». Человек, который более-менее близок к технике, знает все, чтобы сделать из игрового ноутбука просто фарш. А те, кто занимается ремонтом, скажут вам, что любой новый ноутбук, самый даже дорогой, 50 на 50, это не из разряда либо сломается, либо нет, а реально каждый второй умрет. Потому что если бы вы видели хоть раз полноразмерную ту же GTX 1060, и вот эти карточки, видеокарты засовывают в ноутбуки, прикиньте, какое у них потребление энергии, какое теплоотведение. В общем, очень много ноутбуков дохнет, если их правильно юзать. Вот их бы я тестил. Но пока у меня на это нет средств. Я уверен, что появится. Егор, здорово!
Было бы лучше, чтобы обзоры были больше, до 10-15 минут и более информативные. Дмитрий, но вы понимаете, что на меня подписалось 120 тысяч человек, как раз в первую очередь по той причине, что обзоры короткие, а насчет информативности мы с вами можем поспорить. Можете посмотреть количество слов в 15-10-минутных обзорах, которые вы смотрите не на моем канале, и плюс сравнить информационную как раз часть с моей. Поверьте мне, мой обзор 5 минут очень часто стоит 20-минутных. Вот. И это не самовосхваление, я реально считаю, у меня есть программка, я смотрю, сколько у кого слов за обзор, у меня обычно их в 2 раза больше. Твои мысли по поводу планомерного снижения почтовых лимитов в таможенном союзе на заграничные посылки. Мы-то в Беларуси уже давно страдаем, потихоньку и к вам эта удавка приближается. Дезетер я в свое время заказывал с eBay через фирмы. Мне приходили посылки по 20 килограмм огромные, и телевизор я заказывал из Великобритании. Это было, наверное, лет 6 назад, когда еще даже нельзя было российской картой расплатиться, может даже больше, чем 6. Какое 6? Лет 10. И я это проходил, я к этому готов. Российская граница, те, кто живет в России, те, кто более-менее взрослый, прекрасно понимают, до какой степени она дырявая. Будем покупать через перекупов ТЧК. Будем кататься в отпуска и закупаться. Стоит ли брать Halo GT1 Plus, а не с aptX, и чип звука лучше GT1, форма та же? Не знаю, я не тестил Halo GT1 Plus, вот и все. Не спорю, почему хочу 10 минут, не спорю, потому хочу 10-минутных роликов. То есть хотите, чтобы я тексты писал не по 4 часа, а по 8? Дмитрий Сатула. Я же не высасываю, это уже высасывание из пальца. Есть у конкретных девайсов конкретные характеристики. Если я что-то не освещаю, но я стараюсь обычно освещать все. Вот что меня просят, может быть, я что-то не успеваю, но в основном все. А размышления о главном, вот можно на стримах пообщаться. Видите, стрим идет уже сколько? 1,5 часа. Можно спросить. Порекомендую телефон 16 тысяч. OnePlus любой. Какие наушники бы посоветовал для Redmi Note 8 Pro? Halo GT2 возьмите. Что можешь сказать про проводные уши КЗ? Практически все они отличные. Какой лучше купить планшет на Али нормальный? Все планшеты делятся на яблочные и все остальное. Ну еще ладно, можно Huawei, но все они космос стоят. Я бы яблочный купил. Есть зубные щетки Xiaomi с прорезиненными насадками, головками? Есть. Игорь, посмотрите на канале. Ладно, пока, до следующего стрима. Счастливо, Пума. Какой лучше купить планшет на Али? Я уже ответил. Какие бюджетные часики посоветуете с микро и динамиком по типу Verge, но красивее? Huawei GT2, если вам нравится, учитывая, что они стали 11 тысяч стоить. Vivo X3 будет обзор? Наверное, нет, Игорь. Я не считаю, что мои подписчики должны от меня узнавать об этой фирме, которая мне не нравится. Может быть, буду, но пока нет. Ты говорил, что Realme Buds Air стоит дорого. Они вроде бы должны быть 60 баксов. Сергей, да без проблем, скиньте мне ссылку на Али на 60 баксов. Вы понимаете, что это будет через перекупов и точно не за 60 долларов. Плохой вопрос, откуда у тебя столько денег? Птичий участок, мне 36 лет. Вы еще спросите, сколько у меня квартира, расстроитесь и уйдите. Это же не важно. Какая разница? Заработал, прям вообще по-честному, налоги даже платил. Саша, здорово. Слава, извини, я, наверное, пропустил ответ про наушники Bose, они копия AirPods, нигде обзора нет. Слава, у меня нет тоже обзора на Bose, и я их не тестировал. Может быть, я их куплю, но мне как-то цена смущает. И Bose не такая топовая фирма, если честно. Не знаю. Богдан, бери Xiaomi Mi Pad 4, все игры тянет. Леонид, ну вот, пользователи есть. Если что, к нему и вопросы. Порекомендую телефон 5000 гривен. Я не знаю, сколько гривен в рублях. Канал ТОП, все кратко и ясно. Спасибо большое. Не забываем прожать лайк, кому не жалко. Вот. И, может быть, мы доберемся до 400 лайков. Слава Гергель, 25 баксов. Это телефон или что? Спасибо, птичий участок. Как носить кроссовки зимой? Холодно. Лето, но есть же зимние кроссовки. Это прям откровенно. Есть у меня, кстати, ржачные Xiaomi-шные на канале за 1400 рублей. Это в долларах 20 баксов. Посмотрите. Вообще смешно. Ну, притом человек, которому я отдал их, сказал, что за хламантин и носит их уже 3 месяца. Вот такая вот штука. У него соломоновские кроссы основные были раньше. А сейчас он носит эти.
Хочу летом взять Xiaomi Mi Mix 3, 5G актуален еще. Думаю, что-то другое появится более интересно, Вячеслав, поэтому не особо надейтесь. Татьяна, здорово. Или привет, Якубович. Звучная фамилия. Приятно, что присоединились. Чим-чима, а у нас... ну да. Какие... Так. Что у тебя в руках? Xiaomi-шный кубик, игрушка. Порекомендую телефон 12500. 12500 Redmi Note 8 Pro. То же самое на ZIL, если 200 баксов, Redmi Note 8 Pro. Какие зимние кроссовки от Xiaomi посоветуешь? Летом, я еще раз повторяю, зимние кроссы у меня были всего одни. Это были краундфандинговые кроссовки от Xiaomi. Посмотрите на канале. 30 тысяч просмотров. Я думал, меня захейтят. Народ даже покупал. Говорю, у меня товарищ их носит, которому я отдал их. Так. Ей, привет, Фейри, здорово. Как вообще телефон Xiaomi Redmi 4X за свои деньги? Старенький, он лучше не покупать. Как тебе удается подобрать размер одежды? У меня с кроссами только с третьего раза получилось. Игорь, если бы вы примерно представляли, сколько у меня кроссовок по дому валяется, вы бы очень сильно удивились. Во-первых. Во-вторых, все, что у меня есть, оно вот мне впритык из китайцев. Почему? Потому что у них очень маленькая обувь, и у меня 285 миллиметров стопа. Либо они мне идеальные, либо они мне впритык. То есть я всегда их могу протестировать. Сколько такой кубик? 120 рублей. Вот, но использовать не всегда могу. Вот, допустим, в этих кроссовках смешно то, что бегать в них мне удобно. То есть запас есть почему-то при беге. То ли они приминаются, то ли еще что-то, а ходить нет. Вот так. Точнее, удобно, но менее удобно, чем бегать. MSFit GTS или ждать обзор на T-Rex? Всегда нужно ждать обзор. Можете и купить GTS, а потом ждать обзор. Богдан инженером. Какие зимние кроссовки от других фирм посоветуешь? От каких других фирм? От Соломона я посоветовать могу. От Эко могу посоветовать. Вот. Наверное, так. Все остальное это так себе. Здравствуйте, как называются кроссовки, что по левую руку? Об этих кроссовках я сделаю ролик, но всем хейтерам прошу не смотреть. Стоит 900 рублей, это краундфандинг. Я не знаю, как они могут так стоить. Одна доставка стоит 900 рублей. Вот. Может, у них себестоимость рублей 10. Поэтому... Или 5, чтобы они 5 рублей на этом выигрывали. Егор, что купить для уменьшения количества пыли? Скорее всего, возможно, у вас когда делали ремонт, не прошлись грунтовкой. От этого много пыли может быть. Это так, как лайфхак мини. А так, единственное, это либо мойка для воздуха от Xiaomi, которую один человек всего при мне хейтил, остальные хвалят. И есть фильтр для воздуха. Но фильтр для воздуха я не тестил. Мне некуда его ставить даже, честно. Дальше. Что значит фраза в начале видео? Типа какая-то цифра. Tube 428, Tube 430 это порядковый номер ролика на канале. То есть, если вы слышите 430, значит это было до этого 429 роликов, это 430. У кроссовок слева дизайн Slizens с Adidas. Да, но не цена самое главное. Samsung Galaxy 30. Я против Самсунгов, Виталик, поэтому советовать ничего не буду. Вот. Егор, очень сочувствую, кстати, насчет пыли, я такого еще не слышал. Может, шкафы, чтобы закрыть, не знаю. Как понять, поддерживает ли мой бук зарядку от Powerbank Xiaomi? Сергей, смотрите мощность, которую употребляет ваш ноутбук. А от чего он заряжается, опять же, если от Type-C, то, скорее всего, все норм. Вот, и мощность, которую выдает Xiaomi-шный ноутбук. Вот, лучший Powerbank. Сергей, это как в фразах этих «лучшего пока еще нет» или «лучшее впереди». Вот так же с Powerbank. Лучше еще впереди. Мне больше всего нравится тот, которым я на 20 тысяч мАч, которым я ноутбук заряжаю, Xiaomi-шный. Стоит ли покупать Verge в 2020 году? Саша, а почему нет? Извините, повторно, на стримах стояли настольные часы, матричные, с оранжевыми цифрами. Вы сказали, что не советуете их. Оранжевые, настольные. Я не помню. Вы весы имеете в виду, а не часы? Вот эти? Нет? Оранжевые наушники это TicPods, на следующей неделе расскажу.
Почему против Samsung? Мне Samsung нет, он не топ за свои деньги. Ну вот за 8 тысяч Asus ROG Strix 702 VM в полном фарше с хорошим экраном. Привет, сейчас Xiaomi увлажнитель, как ты тестил, на Алике 5500 стоит, очень крутой. Ну да, вы имеете в виду мойку Lacoste для воздуха. Ну я ее и покупал за 5800 с доставкой. Часы Кубик, не помню. Вы имеете в виду, я понял, Xiaomi Mi Watch, посмотрите, у меня есть обзор на него. Чем плох Samsung? Началось, Егор. Тем, что он плохой. Плохой, он не стоит своих денег. Хотя топовые телефоны у них уже норм. Кстати, сам себе противоречу. Мне не понравились их Galaxy Buds раз. Мне не нравится комплектация их ноутбуков за эти деньги. Мне не нравится, что они делают со своими камерами. То есть у них неудобные камеры стоковые в телефонах, мое мнение. И мне не нравится то, что они у многих бьются. Вот. Вот почему мне не нравится Samsung. Это у тебя обычные часы или с Bluetooth? С Bluetooth стекло минеральное, круглое, обзор есть на канале. Почему я их ношу сейчас? Потому что допилили прошивку, они теперь не глючат. Стрим зависает, очень печально. Мойка для воздуха Lacoste топ. Как тебе не найдет на тот же стрим, не надоедает на тех же стримах отвечать по 1000 раз на один и тот же вопрос? Птичий участок. А смысл в том есть, чтобы проводить стрим, я же говорю, для ответа на вопросы. 100 тысяч человек, значит 100, миллион, миллион. Нужно уважать зрителей. Я их уважаю. Можно сказать, в каком-то смысле почитаю. Потому что без вас не было бы канала. Канал бы был, но не с таким количеством роликов. Ваше наличие меня очень мотивирует. Не забываем прожать лайк, кстати. Поддержите канал лайком. Все эти спонсорские подписки, либо, там, не знаю, платные сообщения, это, конечно, круто и очень приятно, но лучше лайка может быть только лайк, а остальное уже, если вы там очень хотите меня поддержать. Так, Xiaomi Redmi Note стоит покупать или не стоит покупать? Лучше Redmi Note 8 купить. Шевцов говорил, что Samsung хороши только на Snapdragon, американские. Хорошо, Богдан, можете слушать Шевцова. Bluetooth на часах там только время корректируется. Нет, посмотрите обзор, там количество шагов показывает, потом оповещение, потом можно сбрасывать вызов, по-моему. Кстати, спонсоров у тебя много, птичий участок. С какой целью интересуетесь? Хватает. Все, что есть, все мои. Умеешь делать фокусы? Нет. Лайкнул. Спасибо, Егор. Знаешь что-нибудь про Mi Band 5? Знаю, что он будет. Сделай обзор на Liberaton Track Air Plus. Алекс, если вы хотите, чтобы я на что-то сделал обзор, обязательно напишите в комментариях к видео, к стриму. Либо лучше всего, идеальный вариант, это написать мне ВКонтакте. Не надоедает отвечать на все вопросы, потому что Саша очень терпеливый человек. Спасибо, Диана. Может быть и поэтому тоже. Это из разряда того, что когда вы стоите в очереди, допустим, в тот же банк, чтобы снять деньги на квартиру, ну, которую планируете купить, вы все равно будете стоять. Вот. И все равно будете ждать. Потому что вам надо. Вот то же самое со стримом, с одной стороны. С другой стороны, я не знаю, пока 200 человек смотрит, я могу на любые вопросы отвечать, если им интересно. Кубик стоит от 60 до 120 рублей. Кем работаете, откуда такая любовь к технике? Данила, мне 36, а первый компьютер, который я собрал, мне было 6 лет, 386. Те, кто совсем старенькие, знают, сколько это стоило. Это стоило как 10% квартиры. У меня очень неплохо зарабатывал родитель, мой отец. И благодаря ему, там, начиная с Сюборта 386, 486 Pentium, первый. И потом вот пошло, потом меня надолго затянуло в работу больше, чем на 15 лет. Потом я нашел Xiaomi и вот сейчас начал снова рассказывать. Дальше. Спрашиваю снова, смотрю на спортивные часы Fitbit Versa 2. Хотелось бы узнать ваше мнение. Алекс, мое мнение про все Fitbit, они дорогие. Поэтому в России их редко покупают. И я их покупать не планирую. Не знаешь, как тебе экшн-камера от Xiaomi? Плохо. Лучше покупать бэушную GoPro. Какие наушники подойдут для бега? Любые. Только вы должны понимать, что затычки будут... Вообще лучше накладные, Саша. Купите миксайдеры. Татьяна, ого. Да, ого, Татьяна. Чем мне не понравились батсы? По-моему, топ за свои деньги, но это лично мое мнение. Сорян, что повторяюсь. Батсов очень много. Я не знаю, какие вы имеете в виду. Чайник от Xiaomi. Какой взять? Подскажи.
любой, у всех Xiaomi-шек нормальные чайники, только помните, что, скорее всего, вы, как и я, постепенно забьете на эти все Bluetooth функции и перестанете юзать его с телефона, а будете тупо приходить, нажимать на одну из кнопок и все. Так что, в принципе, можно не покупать умный чайник, а обычный. Вы делаете отличный контент, информативный, короткий и очень крутой обзоры. Спасибо большое, Лид. Не забываем прожать лайк. О, 400 лайков. Можно теперь до 500 просить. Продолжайте в том же духе обязательно. Помню, 286-й кворум по информатике. Да, Алекс. Ладно, я пошел. Счастливо, птичий участок. Надеюсь, еще тебя увидеть на стримах. Они у нас по воскресеньям. Напоминаю, что 18 числа мы будем разыгрывать Мифа OU7 за 170 баксов. И это будет круто. Я наконец-то их отправлю и перестану бояться их потерять. Потому что если я их потеряю, то мне надо будет еще раз их покупать, чтобы отправить выигравшему. Восхищена тем, что о себе рассказал. Спасибо, Татьяна. Да все мы разные. У всех какие-то мини-эпичные истории. Просто чем ты старше становишься, тем больше у тебя этих историй. На кого учиться? Тебе скажут это 1000 раз, но я повторю. На кого хочется? Или не учиться, идти работать сразу. Большинство миллиардеров, по-моему, училось уже после того, как стали миллионерами по статистике. Скажи, пожалуйста, есть ли смысл покупать сейчас покафон F1? Да, наверное, да, но я бы OnePlus бы взял. У меня Samsung S7, находясь в кармане кофты, упал с высоты метра на линолеум и дисплею кирдык. Замена дисплея, цена космос. У сестры примерно такая же история. Игорь Восмерик, я вас не удивлю, но у меня была такая же история. Он у меня упал на кафель. Я не помню, какой у меня был Samsung, но за тридцатник. И я вот с этого момента запомнил, что цена ремонта такая же, как цена телефона. Меня это взбесило. И сейчас я нахожу только подтверждение своих слов. О чем канал? Слава. Обо всем и ни о чем. В основном о товарах, которые я покупаю на Алиэкспрессе, которые мне рекомендуют мои подписчики. Или которые им интересны. В накладных разве удобно бегать? Да, спасибо за стрим. Спокойной ночи, Сергей. Спокойной ночи и вам. Вам спасибо за стрим, что вы были не мивочи. На стримах были электронные часы. Кубик. Настолько темного цвета с оранжевыми цифрами, матричные. А-ля быстрая старая электроника. MSFit Bip, наверное. MSFit Bip, посмотрите. Напишите, пожалуйста, в чате Иоанну Вайсу. Что скажешь о Motorola Verge Verve 400? Богдан, я уверен, что они своих денег не стоят, так же, как с наушниками Lenovo. То есть они неплохо выглядят, но слишком дорого. Саша, я все думаю о покупке камеры. Скорее глазка для двери. Не знаю, какой выбрать. Хочу следить за нашей дверью. Диана, я понял вас. Я попытаюсь заказать эту приблуду за 10, которая мне абсолютно не нужна. Я не знаю, что с ней потом делать, но я пока думаю. Думаю, более экономно может где-то найти. Xiaomi выпускают ноуты. Как-то не видел. Лакосты. Так-то у меня у Xiaomi есть обзор на один из их ноутбуков. Но они, если честно, выпускают хламантин. Вот. Но очень хорошо его продают, очень грамотно его пичат через нас же, блогеров. И почему? Если вы хотите реплику, с другой стороны, я сам себе сейчас опять буду противоречить, если вы хотите реплику яблочного ноутбука, Xiaomi идеал. А вот их игровой ноутбук, мое мнение, вот. То есть он не хорош. А вы знаете почему? Нет, все окей. Все окей. Так, про настольные часы говорит. Да не было у меня настольных часов на стриме. Он меня с кем-то путает. А Bluetooth-колонку Anker перехваливают? Не знаю, я их не тестировал. Xiaomi, так, привет, с Киева, очень жду BIP S. Начало продаж вроде как с февраля по 70 баксов. Буду ждать тоже. Я не думаю, что они как-то перевернут мир. Если у них нет NFC, то посмотрим, что они там сделали. Что думаешь о Google Pixel 2 с Алика? Думаю, купить лучше OnePlus. Видите, как пластинка. OnePlus. Redmi Note 8. Redmi Note 8 Pro. Есть какие-то вещи, которые мне нравятся, поэтому я их и советую. В плане ноутбука для работы. В плане ноутбука для какой работы? Если тупо печатать, то вам хватит вот этого 13-дюймового. Если вам ролики делать, то опять же лучше не ноутбук. Как отношение к технике Apple? Данила, я готов на нее молиться. Если бы у меня были миллионы свободные, я бы, наверное, ее и покупал. Но к ней нужно привыкнуть.
Но так как у меня их нет, я исхожу из того, что есть. Я покупаю на андроиде. То есть мне проще купить, не знаю, Huawei по 30 Pro или OnePlus 7T Pro, чем покупать за 110 тысяч iPhone. Хотя я его куплю. Но я его уже 3 месяца собираюсь купить. В итоге я подумал, что так как он стоит 110, а компьютер новый вместе с монитором выйдет мне в 120, я лучше куплю комп. Я купил комп, собрал. Пока еще нет. Когда обзор на новую куртку? Александр, как только дойдет, сначала я не буду спамить. В общем, скоро будет. Супруга приедет. Стрим не про часы, часы просто стояли на столе, показывали время. Вот хоть убейте, не помню я. Вообще. Вы скиньте мне ВКонтакте этот стрим. Лучший смартфон до 15 тысяч рублей Lenovo. Не. Я не согласен с Lenovo. Хотя, если с чем-то я согласен, у Asus очень интересный телефончик усы. Xiaomi собирается выпускать обновление NFC для Mi Band 4. Как думаешь, твое мнение? Может, следующее поколение? По-моему, он будет поддерживать оплату. One 7T или 7 Pro? 7T Pro у меня. Кепкин. Какой взять телефон за 20 тысяч? OnePlus. Если у телефона 20% и ты его на зарядку поставишь, батарея не испортится, все будет нормально, Дэймон. Как вам телефон Xiaomi Mi Note 10 по соотношению цена-качество? Денисей, у меня есть обзор на него, у меня есть стрим на него, вы можете великолепно посмотреть, и вы можете посмотреть последние роликов 10, наверное, на канале после того, как я его сделал, обзор на этот телефон, я на него снимаю обзоры. На OnePlus и на него. Что думаешь о Redmi Note 8 Pro, какие конкуренты? Саша, я думаю, конкурентов нет у него. И думаю, что он великолепно, на него можно снимать нормальные видосы. Пересмотрели все старые стримы, найди часы. Или на Али поищи часы Кубик. Саня, а когда линовские кроссы снимешь в обзоре? Тан-таран-тан-тан. Точно, у меня же есть еще две пары кроссовок. Андрей, спасибо. Я говорю, я просто потерян. То есть у меня утро начинается как день сурка. Я иду на работу, на работе в обед я начинаю думать, что у меня есть для обзора. Вечером я прибегаю, начинаю писать текст, озвучивать. И поэтому я очень часто забываю, о чем меня вы просите. Поэтому лучше ВКонтакте написать, и я тогда буду помнить. Открываю контакт, смотрю и делаю. Какой фирмы можно взять кроссовки с Алика, чтобы по качеству были хорошие, кроме Xiaomi? Lining. Дальше Samsung S10e Call или Good. Я бы не стал брать. Я бы OnePlus взял бы 7T Pro или Huawei P30 Pro. Или Huawei Mate. Спасибо за Xiaomi Mi Note 10. В целом он хорош. Да норм. Мне нравится. На следующей стриме будет розыгрыш на беспроводные наушники. Да, Дэймон. Не забываем прожать лайк. Какой телефон смарт взять? До 400 OnePlus. Дальше хорошие обзоры, самое главное короткие. Все по делу. Удачи тебе и твоему каналу. Спасибо, Лакоста, за то, что был и спрашивал интересные для меня вопросы. Напомни, плиз, в чем ты монтируешь видос? Премьер, да, премьер. Дмитрий Краснов, КЗ. Будет видео про компьютер, который собираете. Комплектующий с Али? Нет, Данила, не с Али. Обзор будет. Часть с Озона, часть вообще с ДНС. То есть я покупаю... Я считаю, что я его собираю дорого. В Питере бы я его собрал в Москве на процентов 15 дешевле. Но так как я живу в дыре, шаляви. Алексей, иди спокойной ночи, наидобрейшие стримы, спасибо. Какой функционал у кубиков в ваших руках? Антистресс. И все. Когда выйдут керамические Xiaomi Watch? Меня больше интересует, когда выйдет глобалка на Xiaomi Watch, а все остальное мелочи жизни. Привет, а будет обзор на бритвенный станок от Xiaomi? Вот вы мне написали, напишите ВКонтакте. Вы уже не первый, кто пишете, и сделаю я обзор. Куплю и сделаю обзор. Насчет кроссовок из Китая. Могу порекомендовать еще фирму OneMix. Только вот не для бега, а для повседневной носки. Окей. Как думаешь, что лучше взять? И двоеточие. Эпичный вопрос. Как относишься к двухпроцессорным сборкам на Huanon? Егор, вот все эти танцы с бубном, вы имеете в виду солишки заказывать, бывшие серваки, я буду это пробовать, но не сейчас. У меня нет на это времени и сил. Вот сейчас я комп свой соберу, посмотрю, как это зайдет. Если зайдет, буду еще и компы собирать. Во второй половине ночи, в которой я сплю, вместо сна буду собирать компы и снимать. Колокольчик, лайк, подписка, чтобы росла твоя
Да нормально все, Андрей. Уже есть дети, может ничего не расти. Спасибо большое, Королев, за улыбку. Однозначно лайк, идем на 500. Ну, 500 не будет, но 450 может быть и прожмем. Что же за дыра, если не секрет? Город, в смысле. Архангельская область. Здесь все очень такое серенькое. Нет, мне нравится город, мне нравится область, мне нравится север. Вот я в Наринмаре жил, там мне было тяжело. Хотя город тоже волшебный, люди молодцы, если там живут, но мне по климату было тяжко. Здесь я могу спать 6 часов, высыпаться и вести канал. Там я это делать не мог, я не высыпался за 9 часов. Может, старость не в радость. На мойку для воздуха есть обзор. Да, Татьяна, есть обзор, и я ее мега рекомендую. Так что, если у вас есть возможность своего кавалера, родителей, друзей уговорить, чтобы вам ее подарили, вы будете очень довольны ей. Всем советую мойку для воздуха. Притом в России ее реально, кстати, купить дешевле. Джонан иногда. Тебя постоянно спрашивают про часы. Это часы, а колонка. Дивум. Да, Джонан, Дивум 2. Стоит 1000 рублей. На Алиэкспрессе есть, если он не убежал еще. Как думаешь, что лучше взять, Honor 20 или Xiaomi Mi 9T? А я уже забыл, видите. Я ее кому-то отдал даже. Я даже не помню, кому я отдал. Вообще все дивумовские штуки я кому-то... Одну я помню колонку, кому отдал, остальное не помню. Ну, неважно. Как думаешь, что лучше взять, Honor 20 или Xiaomi Mi 9T? Я бы Honor 20 взял. Кто взаим? While за это блочат на канале. Я же читаю все комменты. Купил Huawei P30, отдал iPhone 8 жене. Пока на стрессе. Если все-таки выйдет iPhone SE 2, возьму. Что думаете про этот телефон? Дмитрий, я рассматриваю только у Huawei P30, допустим, Pro. Мне они нужны только для камеры. И я понимаю, что человек с айфона, перейдя на Android, испытывает не то что стресс и горечь разочарования, у него начинается нервный психоз. Потому что это кажется, что люди не чувствуют лагов, вот эти мелкие лаги, тормоз. У меня OnePlus 7T Pro, и он лагает. А если брать тот же iPhone 7 Plus у меня у жены, то он не лагает вообще. Здравствуйте, я долго спал с анонса Blackstone 3, или анонс был недавно. Ничего не понял, может и хорошо. Знаешь что-то про Xiaomi Redmi 4? Почему в нем не обновляется прошивка? Потому что, наверное, она еще не вышла на вашу. Может, у вас глобалка или, наоборот, Китай. Сань, давно жду положительный обзор на OnePlus 7T Pro. Запилишь ассет? Я сам на него давно жду очень. На него обзор сделаю, да. Но сейчас я самое интересное выпущу. Я уже так 3 недели думаю, самое интересное. Но вроде бы сейчас интересненькие такие обзоры, правда? Не только про наушники. Стараюсь такие штуки неформатные делать, и вам заходит, и мне интересно про них делать. Робот-пылесос можешь посоветовать? Татьяна однозначно Xiaomi-шный. Беленький, либо моющий, либо не моющий. Вы будете ему рады. Я могу вам показать даже, чтобы вы не думали, что я сделал обзор, который меня, кстати, заставила супруга сделать. Вот запчасти на него пришли оригинальные. Сейчас буду менять, так же как и фильтр. И у меня будет он снова работать на ура. А так пока работало 2 пылесоса, которые я тестировал, потому что он уже за год все-таки конкретно поизносился, за 2 года. Привет, удачного стрима. Подскажи, какие лучшие беспроводные наушники для музыки. Рейн, смотрим канал, там топ-10 наушников лучших 2019 года, посмотрите. YouTube не напомнил про стрим. Алекс, главное, ты пришел, все остальное мелочи жизни. У тебя есть Tron Smart T6, как тебе, если... Никита, я же ее разыграл. У меня был обзор на канале. Александр, спасибо за обзоры и рекомендации. Сейчас идет из Китая бритва. Успехов, МЧУ на дежурство. Обязательно стрим досмотрю в записи. Часы кубик найду в видосах, спрошу ВКонтакте. Еще раз, Вайс, мы нашли это Дивум. Колонка Дивум. Напишите, пожалуйста, еще разок Дивум. Татьяна, спасибо, было интересно. Пожалуйста, Татьяна. Я про бритву Blackstone 3. Анонс был недавно. Или вы не следили за этим? А я, по-моему, ее уже купил. Я сейчас посмотрю. Привет. Вчера на улице Beats X. Я очень рад. Ну, кто-то не рад зато. Может, объяву кинете, что вы нашли битсы? Оригиналы хоть? Карму не надо портить. Я ее заказал. Нет, или не ее. По-моему, я заказал ее. Сейчас 5 секунд. Друзья. Не, я ее заказал. Все нормально, она у меня уже в пути. Если вы про Энхен третью. Та-да! Пойду смотреть обзоры. Окей. Приятно было с вами пообщаться, Татьяна. Редко девушки приходят.
И ненадолго. Андрей Ньюс продажный, как думаешь, как к нему относишься? Саша Попов. Это такая тонкая красная линия, опять сейчас начнет народ убегать. Конечно же, да, ему нужно кормить компанию из 7 человек. Посмотрите его разнос другого непродажного блогера. Вы понимаете, когда это ваша работа, это ваша работа. Но я считаю, что он адекватный. Ну, как понять продажный? Все платят ли ему? Конечно, платят. Вот. Что бы я делал по-другому на его месте? Многое. Нравится ли мне его формат? Нравится. Нравится ли он мне как человек? Я ему сочувствую, что он пересекся с одним человеком, который перестал быть техноблогером. Вот и так. На какие беспроводные наушники мало брака? Дэймон, на все есть брак, к сожалению. Бит X оригинал, а что с кармой-то? Я же их не украл. Джон, ну, нет, я не... Вообще, я вам скажу так, что бы вы ни совершили, это ваше дело. Даже если украли. Я не оценщик. Я, наверное, тоже бы не писал, кто потерял Бит X. Будет обзор на Redmi AC2120. Наверное, не писал бы. Может, писал. Ладно. Сейчас бы писал, но я сейчас уже взрослый, мне они не нужны. Компактный Mi 9 SE от Xiaomi, как считаете? Цена и качество супер. Вы же сами ответили, Денисей, но я их не тестил, поэтому советовать не буду. Призы не нужны, но я репостнул. Спасибо за хорошие обзоры товара. С моей рекомендацией я заказал несколько вещей, не жалею. Боло, Гоф, вот это лучшее, что может быть для блогера, я считаю. Благодарность людей, которые по его отзывам что-то покупают. А я по вашим отзывам что-то покупаю, чтобы тестить. Скажи, вот у меня Book Asus 2014 года. Он маловероятно, что может заряжаться от пауэрбэнка Xiaomi-шного. Да, почти нулевая вероятность. Что за конфликт у Андроньюс? Александр, да его захейтил, как его? Стас, ой, как просто. Он рассказал, что Андроньюс был 2 раза осужден, или 1 раз осужден за мошенничество, или 2. В общем, выдал всю их личку. Они же общаются. Все топовые блогеры общаются, понимаете? И, в общем, не буду. Потом когда-нибудь. Вот спасибо про карму, приятно. Суслик, надеюсь, это не сарказм. Mi 9 Lite или P20? P20. P20 и в меня полетели кирпичи. Добрый день. Скоро появятся качественные смарт-часы с функцией измерения давления. Борис, они есть, но они... Да я не верю. Сейчас я сформулирую правильно. Не скоро. Вот. Дешевые точно не скоро. Это у меня так праздники прошли, парни, мне мерещатся говорящие руки. Олег, нет, это вот такой вот канал своеобразный. Ну, это лучше, чем подмигивающий дядька. Хотя все, смотря как смотреть. Помните эти ужастики, где руки ходили? Ну, это для древних. В таких страшных штуках. Отрубленные в основном. Расскажи про наушники Marshall. В метро у них многих вижу. Саша, нечего про них рассказывать. Вы идете в магазин, слушаете их и больше никогда о них не спрашиваете. Потому что они мне не нравятся. Ну, мне или вам не нравятся, или нравятся. А как понял ты против... Я как понял, ты против Стаса Айка. Джек, я не могу быть против этого канала. Это не... Как? Это не техноблогер. Это вот сейчас я это скажу, и он такой, о, на этом можно хайпануть. А вы знаете эти руки в кадре? И понеслась. Не, пусть живут своей жизнью. Я маленький домашний канал. У меня нет мнения по поводу всех этих чуваков. Думаю, хороший проект, Сергей, Ай как просто. И Ай как просто хороший проект, и Андроньюс хороший проект. Грамотные, люди растут, люди развиваются. Кстати, спасибо, забываю сказать, купил бритву по вашей рекомендации, советую ваш канал. Спасибо большое. Восстановленный LG? Нет, никогда, ни за что. Ладно, еще iPhone восстановлен, рисковать. Какие смарт-часы с сапфировым стеклом посоветуешь? Stratos 2. Часы для плавания что рекомендуешь? Константин исключительно Полары, Сунта и Гармины. Да, семейка Адамс была огонь. Я, можно сказать, да, снимался. Никакого сарказма, не буду больше отвлекать, сори. Да норм все. Брм-брм-брм-брм. Мик-пик. Есть ли мнение насчет дешевых ноунейм смартфонов типа Cubot и Blackview? Алекс, они хорошо, очень хорошее мнение, они очень хорошо платят за то, чтобы делать обзоры на них. Ну все, теперь я с ними не договорюсь. Так что ждите обзор на канале на Blackview. Я бы их не брал. Так что можете это запомнить, этот стрим я не буду удалять. Я бы их не брал.
Что лучше, по твоему мнению, QCY T5 или AirDots? Не знаю. Смотрите топ-10. Какой тогда хороший блогер, кроме тебя? Сергей, еще раз, мне нравится техноблогер Adra News. Мне нравится Вилсаком. Это не из разряда там знаете, еще что-нибудь. Извините за мой французский, самому противно. Дело в том, что просто это форматы другие. То есть я не знаю, как вам объяснить. Вам комфортно смотреть кого-то, вы смотрите кого-то. Говорю, я и как просто смотрел до какого-то момента, пока он не стал просто удалять свои старые ролики и обливать всех говном. То есть я его смотрел, чтобы он критиковал производителей, но не критиковал других блогеров. Я и до него не смотрел Вилсакома. Вот. Я смотрел до определенного момента Андроньюз, пока он не стал откровенно гнать. Гнать для того, чтобы кое-что продавать. Это я как блогер уже вижу. Вы как покупатели вряд ли можете видеть. Вот. И поэтому сказать, что я его периодически смотрю. Мне он импонирует как ведущий. И мне очень жаль, что, не знаю, что ему приходится меняться, а он становится большим, ему приходится меняться. Семью кормить, канал кормить, операторов кормить, рекламщика, да много кого кормить. Я говорю, вы прикиньте, зарплату платить 8 человекам. 8 человек получают зарплату, минимум там по 50 тысяч рублей. 4 соточки, не считая себя. Найди 4 соточки за месяц. Даже с миллионного канала это не так просто, как кажется. Дальше. Стоит ли, на какой Android перейти после iPhone? Степа, я расстрою вас с iOS можно переходить только на iOS, иначе будет печаль, вы никогда не сможете. Nokia, шайтан штука Xiaomi. Nokia интересно, и мне тоже. Кстати, поддерживаю Black Shark, обзор желаем. Стоит своих денег, танки потянет, однозначно потянет, можно без обзора сказать. Вот смотрю сейчас стрим и понимаю, какой же ты красавчик. Спасибо тебе огромное за стрим, обзоры и ответы на комментарии. Никита, огромное спасибо, что вы сидите на вот этом вот семейке Адамс нашей, вот, и задаете вопросы. По вашим рекомендациям купил бритву, щетку, машинку для стрижки. Спасибо большое. Вопрос, как вы и говорили. На мини-бритву Xiaomi сделали ремейк, Жибао, кажется, и они даже популярнее Xiaomi оригинальной Миджа. А сам скиньте мне ВКонтакте, если не забудете. Куплю. Планируешь сделать обзор на какую-нибудь другую домашнюю технику? Да, у меня она есть. Как только, так сразу. Вы только что напомнили, что я недавно повесил люстру себе домой. Вот, о ней еще расскажу. Еще одну. Ну, то есть тебе нравится, как работают и как результат на выходе. Здравствуй. Нет, не нравится, но не мне оценивать, товарищи. Вы понимаете, есть проекты удачные. То есть как я могу оценивать удачные проекты? Я вообще не понимаю, как они могут так... Ну, как бы я понимаю, как они работают. Я не понимаю, как в какие-то моменты нужно переступать через себя, раз, а два... Я не знаю, как они спят. Вот. Вот. Да, Мейзу, ты черт с ним. Меня убивало. Помните, как он пытался рюкзак этот бедный порезать? Просто у меня были подобные обзоры. У меня вообще... Я такой маленький был, у меня 3000 подписчиков было. Я тоже тестил рюкзак, увидел это дело, у меня злился. Я был идеалистом тогда, а сейчас мне не важно. Его ж смотрят, людей больше смотрят, значит все cool. Все клево, значит он клевый. А что за красные наушники на столе? Это TicPods, расскажу во вторник. И потом про их следующую версию, когда дойдут через месяцок. Пользуюсь ушами проводными Teen Audio T2, они сбалансированы по звучанию. Какие ТВС будут сбалансированы КЗ или Saleable S101. Сбалансировано больше будет КЗ. Но пластик в них ужасный. Дальше. Знаешь канал Распаковка 2, Паковка, что о нем думаешь или знаешь? Юрий, он иногда заходит на стримы. У него другой формат, не как у меня, поэтому я о нем не думаю. У него аудитория значительно больше. Его смотрят больше, у него процент SEO выше, потому что у него очень много молодежи. Я не такой модный, чтобы оценивать его, тем более у него полляма подписчиков. Вот. У меня совсем другой формат, поэтому в своем формате он уникален. Таких я, по-моему, каналов даже не знаю. Как та куртка с мембраной НАСА, которая дико воняла? Перестала вонять, висит, иногда ношу. Техника, может, лампочку обозреем от Xiaomi. Анекдот, уже был обзор на лампочку, это, по-моему, первый обзор на моем канале. Добрый вечер, Nokia 7.2, все еще не определился, что-нибудь можешь посоветовать?
Алекс, тебя забанил Тьюб, если что. Ты написал малолетних подавляющее большинство, поэтому аудитория не кончится никогда. Ну, хорошо. Я считаю, что есть молодежь, которая мыслит. Я, во всяком случае, в молодости был умнее, чем сейчас. И это может быть и хорошо. Потому что слишком умным быть плохо. Официально заявляю. Слишком. Ну ладно, думать, что ты умный, плохо. Лучше быть взрослым и чуть-чуть ограниченным. Есть железка, есть мнение. Нет железки, нет мнения. Ставим лайки, господа. Спасибо большое. Да, не забываем прожать лайк. Кому ответил вопрос, кому интересно, кому вот заходят такие форматы стримов долгих, упорных, но с желательными ответами всем. Всем, кто хочет пообщаться, со всеми пообщаемся. Вуду. С размером непонятно. Разные таблицы выдают на разных сайтах. 45-й это наш 49-й. Еще раз, Вуду. Вы берете, когда обувь на Алиэкспрессе, вы в миллиметрах меряете стопу. И относительно этих миллиметров лучше написать внизу в комментарии вопрос к покупателям. И они вам потом ответят. Либо сам продавец. Вот, допустим, по стельке 280, у вас стопа 280 не подойдет. У вас должна быть стопа 275, хотя бы полсантиметра, чтобы был зазор. Будут ли обзоры на кухонные приборы? А у меня были. Были, Даймон, посмотрите на канале. Да, это он. Это уже не бесконечный кубик, это четкий. Михаил, да? Ну и что? Есть ли Android лучше, чем 7.9T Pro? Честно, Олег, я думаю, нет. Планируешь сделать обзор на какую-нибудь домашнюю технику Xiaomi? Саша, у меня были обзоры на домашнюю технику, даже на чайник. И были на лампу, на увлажнители два вида и много еще на чего. На робот-пылесос был. Кстати, самый, по-моему, просматриваемый ролик YouTube. И тоже он такой мрачный у меня, супругу. Вот самые хайповые ролики, это у меня супруга говорит, на AirPods сделай ролик. Я говорю, все делали, 1 миллион просмотров. На Xiaomi-шный пылесос, я говорю, он убитый, уже год ему. Она говорит, сделай ролик, 200 тысяч просмотров. Видите, как интересно? И еще одна у меня новая сейчас лампа. Я про нее сделаю обзор скоро. Планируешь другую технику? Что значит другую? Какую другую? Что это за очки? Это очки для компа. Пока я пошел. Дэймон, счастливо. Не забывай прожать лайк. Чайник крутой у Xiaomi. Прям порадовал. Да, чайник прям вообще топ. Сколько канал приносит партнерам EPN в месяц? EPN почти ничего, я сразу говорю, потому что с ними надо договариваться, там какая-то политика у них. Я говорю, я поэтому не... Кстати, не надо вот писать эти буковки, потому что, если вы заметили, в роликах я не говорю, чем я пользуюсь. Есть в описании? Есть. И канал не почти гасит то, что я на него трачу, но не полностью. Вечер добрый. Что думаете про T-Rex? Думаю, что я их купил, Эдуард, и жду, чтобы о них рассказать. Та-да! Какие часы у тебя сейчас на постоянке? Хочу GTR, стоит ли брать? Если хочешь, то стоит однозначно. Можешь посоветовать читалку? Александр, могу посоветовать в телефоне, просто включать функцию ридера и все. А читалка хорошие, очень дорогие, скажем так. Да, супругу нужно слушать, Марат. Алекс прикупил на днях Xiaomi Ruimi 90 Classic Business Pack Light Grey. Хороший рюкзак, к спине приноски не чувствуется, хорошо сбалансирован. У Xiaomi-шек вообще топовые рюкзаки. Еще несколько вопросов на спортивную тему. Андрей, Саня, сколько кроссовок используешь для бега? Второе, заказывал спортивную термуху на Алике. Нет, термуху на Алике не заказывал. Для бега я использую, не знаю, суммарно, наверное, пар 7. Я не думаю, что кому-то интересно. Потом когда-нибудь расскажу на отдельном, наверное, стриме для спонсоров. Чем GTS отличается от Mi Band 4 по функционалу? Саша, ну посмотри-то обзоры. По факту почти ничем. О, отлично, буду ждать обзора. Окей. Что бы ты взял, OnePlus 7T Pro за эту цену или купил бы iPhone? Марк, ну как бы я покупал, поэтому я купил OnePlus 7T Pro. iPhone я не покупал. А что тебе нужно конкретно, решай ты. Пользуюсь уже год диспенсером воды Xiaomi с отличным нагревом. Классная штука. Да у Xiaomi вот эти вот всякие приблуды домашние, они вообще норм. Ну, исключая, если честно, про ножи очень негативные отзывы. Потом про что еще негативные отзывы? Про кухонную утварь не супер топ отзывы почему-то. Опять же, не знаю почему, может быть это дезинформация, если честно. Происки конкурентов. Когда встречаемся в узком кругу спонсоров? Андрей, я думаю, давайте на завтра, если вы не против. Спонсоров завтра всех приглашаю, давайте в 9. Я до 9 успею сделать ролик, надеюсь. А если не успею, то вот в 10.
Я обязательно сделаю это предупреждение за полчаса. И обязательно сохраню. Вот. О чем захотите, о том поговорим. О работе, о жизни, о семьях. Что значит круг спонсоров? Есть спонсоры канала, у них отдельные стримы, Александр Малыгин. Всегда за, если не на работе. Андрей, ну вот, я думаю, что в 10 вы не будете на работе уже. Какие кухонные ножи брать с Али? Иван, никакие, лучше пойти и купить в Икее. Вот как бы так. Ну все, идем на 500. Ну на 500 мы не дойдем, но попытаться мы должны. Ставим лайки, кому более-менее нравится стрим. Но мы сегодня, кстати, еще супер по дизлайкам. Я 14 дизов еще ни разу не ловил за один стрим. Это, наверное, фанаты Андре Ньюса, Вилсакома и Ай как просто. Мужики, ай как просто, Вилсаком, Андре Ньюс и Стас вообще просто супер, просто для... Они других людей, не для меня. Вот. Как я более-менее выкрутился, я думаю. Кроссовки антилопы топ, да, да, но не для зимы. Дальше, что думаешь про Bluetooth кроссовки Xiaomi? Саша, все это бесполезные приблуды, я думаю. На Ли не надо покупать кухонные ножи, купи трамполиту или Century серию. Пум-пум-пум-пум-пум. Скинь мне, пожалуйста, Алекс, если не жалко будет, ВКонтакте. Я сам куплю себе. Саня, спасибо за стрим, лайк прожал, доброй ночи. Доброй ночи, Питбуль, очень приятно было пообщаться. Абакан, та-да. И за Samsung пару. За Samsung пару. Не-не-не. Хорошее отношение к конкурентам с уважением и пониманием. Все правильно. Денисей, я им не конкурент. Вы сравниваете 100 тысяч подписчиков и миллион. Я не... И формат абсолютно у меня другой. То есть как бы так. Поэтому я не назову себя конкурентом ни с маленькой, ни с большой, ни с средней буквы. Просто много, конечно, они по моим меркам, как обывателя, врут. А так все это мелочи жизни. Лучше знать несколько мнений. А вообще everybody lies, все врут, лучше верить только себе. Привет, лучший компактный Powerbank на 20 тысяч махов. Компактных, хороших на 20 тысяч не бывает, к сожалению. Лайк, как всегда, спасибо за стрим, Саня. Спасибо, Александр, за то, что смотрели или смотрите. Ананка и Сергей по поводу Powerbank. И все Powerbank на канале посмотрите, но вот компактных нет на 20 тысяч махов. Всего 25 лайкосов. Денисей, это 25 человек, это не всего 25 лайков. Кто не прожал лайк, прожимаем, кому не жалко и кому было полезно. Это временно, лям не за горами. Да, Александр, если я еще 10 лет буду пилить обзоры в том же темпе и не скопычусь, возможно, да. Но я сомневаюсь. Есть стагна... Ну ладно. Что за вещица у тебя в руке, как называется? Это кубик Xiaomi. Вечный кубик или как там его? Игрушка Xiaomi, просто пишите 120 рублей на Алишке. Как пришла идея канала вести или определенной тематикой? Да никак, Александр. Я на Гербесте купил коврик деревянный, каждый стрим показываю. И про него сделал обзор. Гербест дал мне 50 рублей или 300 где-то. Я не помню сколько. Я продолжил делать ролики. Год меня никто не смотрел, потом стали смотреть. Все как у всех. Просто делать, делать, делать. Странно, что у тебя так мало подписчиков. Юрий, у меня 120 тысяч человек. Это очень много для такого формата. У меня же даже фейса нет. Груди нет третьего размера. Нет молодцеватости в голосе из разряда «Эй, парни!» Нет сленга, нет мата. Мат это, наверное, 1300 можно сразу поднять. Так что все печально. Подписаны на этот канал и на Андро Ньюс. Каналы с разных темах друг другу не мешают. Удачи. Я тоже так считаю. Абсолютно. Говорю, Андро, я и вот все перечисленные каналы, они абсолютно разными делами занимаются. Ты полгода назад говорил на стриме, что 30 тысяч примерно, что к Новому году не наберешь сотню. Набрал даже больше. Да, ну все бывает, так сказать, Вандой. Посоветуйте хороший... Я же вижу свою статистику, может и вниз упасть. Может и 80 стать 120. Алексей, посоветуйте хорошие наушники-вкладыши по размеру, как AirPods. Есть топ-5 вкладышей на канале, посмотрите, пожалуйста, Алексей, и сможете себе выбрать. Они все примерно одинакового размера. Будут ли обзоры фотообъективов с Алиэкспрессов? Алекс, специфическая тема, думаю, не скоро. Я бы рассказал, но покупать что-то как-то... Ух. Зато есть опыт бега при минус 47, да, один раз в жизни. Дезетер, 16 километров. Меня потом колбасило неделю. Я не знаю, как я не заболел ни пневмоком, ни чем другим. Но это такой вот прямо, знаете, прям гнилой, тупой понт, молодцеватый. Но 26 лет мне было. 26. Если бы у меня дети были, я бы таким идиотизмом не занимался.
Добавь страницу ВК в описании. Никита, она есть, у меня там группа в ВК, и я ее админ. Там сложности никакой. Видел новую расцветку Redmi Note 8 Pro, как тебе? Не знаю. Хорошо, я все равно в чехле будете носить. Будет обзор на Tissot i6. Может быть. У меня пятый я не могу никак сделать обзор. Уже полгода лежат. Каждую неделю собираюсь. SSD на ноут какой получше? На сколько денег хватит? Что вам сказать? У меня эвовский M2, по-моему, 950. В ноуте, по-моему, Samsung 2 стоят. А на стационаре я купил этот, но еще куплю PCI Express какой-нибудь топовый. Это, конечно, не 960, не M2, но тоже норм. Да, с другой стороны, а зачем лучше? Так, используете ли вы пульсомер при беге? Можете посоветовать какой-нибудь наручный или нагрудный? У меня HSM и SfitPace показывают ерунду. Конечно, да. Polar H7 и H10. Обязательно. Главное, что душа в видео. Видно, что вложено много сил, а не лицо, не мат, главное на канале. Юрий, ну говорю, лицо-то есть. Facebook, Контакт, Телега, Инста. Вообще везде. Я везде, только не на Ютубе. Зато можно в любой момент сказать, что «Та-да, это я». То есть какой-то другой чувак отожмет у меня канал, и все. Использовать, хотя очень сложно будет голос подделать, мне кажется, потому что когда почти 5 сотен обзоров с одним голосом, не камильфо, тем более еще и стрима. Топовая игрушка Кубик, а то, что мало подписчиков, исправим. Спасибо большое, Денисей. Развитие побольше обзоров, посмотрите на Xiaomi Mi 9 SE. Долго пользуюсь компактной, уже долго, прям топ за 15 тысяч. Денисей, ну вы понимаете, это уже старый телефончик, и мало кому он нужен будет. Мне кажется, его все, кто хотел, уже смог пообозревать. Какие очки посоветуете для компьютера? Влад, если 3000 рублей у вас есть, то у меня есть Roed Mi. Roed Mi очки, вот советую их прямо от души. Если 1000, то вот такие. Xiaomi-шные очки, но мне они, если честно, неудобны. Но если у вас не было Roed Mi, то эти будут удобными. Можешь сейчас прям показать лицо? Нет, Саша, нет, не хочу. Спасибо за стрим. Пожалуйста, Серчик. Очень странно выглядит, как на бьюти-блог, знаешь. Покажи личико, Фатима. Я же не девочка. Привет, город Тамбов. Здорово. SSD 860 поставил недавно с Mac Mini. Нормально работает, советую. Ну вот как бы, вот 860 Эва. Вы про этот же, правильно? Да нормально все, SATA 3. То есть не все печально и дешево, главное. Дешево и сердито. Что игрушка за у вас собрать надо, я смотрю. Мне так нравится, как четки. Что за носки зимой для бега используешь? Гуатамола или Гуата что-то там. И вторые найковские. У меня просто для бега плотные. И третьи это айсексовские герты. Все вообще работает исправно. Не забываем прожать лайк. Может быть 5 сотен наберем, будет круто. Дальше привет, пользуюсь продукцией Xiaomi. Помогите, пожалуйста, собрать 500 тысяч рублей. Павел, очень рад, но скузи не такие мы большие пока. Стоит ли брать Xiaomi Mi AirDots? 5 секунд. Что за часы на руке? Часы Xiaomi Midja. Марк, да, нормально у меня все с фейсом. Я фотогеничен, если вас это беспокоит. Беспокоит все ж. А вообще желательно, мне кажется, в основном заходят каналы с чуваками с нефотогеничным лицом. Поэтому я не формат для русского ютуба. Такая, да, нехилая самооценка. Не-не-не, в жизни... В России проблема у мужиков, если честно. Ну, с одной стороны проблема, с другой стороны это плюс, что мы не обладаем особой красотой. Америкосы красивые, скандинавы красивые мужики. Вот. А русские, они так, если чуть лучше обезьянки, а еще и спортом занимаются, то вообще камильфо. А если еще... Ну ладно, не будем. А то какой-то женский чат получается, правильно? Не забываем прожать лайк, может быть 5 сотен наберем. Стоит ли брать Xiaomi AirDots 2? Не факт. Я бы не стал, наверное. Но если вам они очень нравятся, большие они. А будет стрим на выбор проводных наушников или про КЗ? Можно сейчас задать вопросы. Сейчас КЗ ZN-SN по сравнению с JBL где-то на 500 рублей прямо. В музыке слышно разницу огромную. КЗшные уши топ, Юрий. Сделаю еще 2 обзора на их ушки. Вы уже видели
когда про ЦАП рассказывал, у меня еще 2 пары есть того, что я выбирал, и у меня будет топ-5 потом проводных наушников, которые я подбирал для канала. Саша Попов. Да, Саша, я просто раньше был чуть-чуть повернут на психоанализе и на всех этих штуках. В возрасте же, в юном, все что-то читали, правильно? Кто-то читал Фрейда, и зря, это я, а кто-то читал Пелевина, и это тоже я. Да ладно, все, если симпатично, это. В Америке, да. Что думаете про One More? Исмаилов, у меня есть про One More обзор на накладные наушники, такое, как... Мнение спорное, мое же. А по поводу вкладышей очень плохое мнение, я их не советую. На Apple подали в суд якобы за кражу технологии измерения пульса. Да не будет ничего, Алекс, все нормально. Ну будут они по баксу кому-нибудь еще отплачивать с этих часов. 500 есть, Денисей, спасибо большое. На самом деле, думаю, 500 тысяч придут быстрее, чем кажется. Все уже пересмотрели все, что можно, и этот формат очень заходит. Кратко по делу и про полезные вещи. Мало того, на Ютубе. Александр, ну тут фишка, наверное, в том, что его очень... Ну, я не буду выделываться, его тяжело делать. Кто-то читает на 4 PDA. Ванда, на 4 PDA тоже очень много чистят. Я говорю, я часто встречался с ветками, когда меня блокировали не за спам, ни за что, а за мнение. Но это так же, как я блокирую вот в своем чате людей, которые мне не нравятся по каким-то вопросам. Я не собираюсь спорить с, там, допустим, 20 человек. Прикиньте мне, работа, семья, еще что-то. Прихожу в свой родной чат в телегу, а там со мной начинают спорить люди. А зачем приходить на канал в Телеграм, если вы не согласны с моим каналом? Правильно? Вот. Ну, это всем, кто хочет, приходите. Очень буду рад вас видеть в Телеграм-канале. Там 600 человек. Но очень прошу не спорить. Ну, как бы, если хотите спорить, то не приходите, если вы не разделяете мнение моего канала по поводу xiaomi-шных товаров. Используете ли вы пульсомер при беге? Да, Polar H10 и H7. Заведенный либо на Stratos 3, либо на Stratos 3, либо на вторые. Добрый вечер, уши Edify TVS 200 планируешь на обзор? Может быть, на бумаге всегда все красиво. AirDots 2, которые AirDots Pro юзал, такие, звук неплохой, но весь день в них, как в AirDots, не проходишь, для тушки. Да, Данила, они странные. Рекомендуйте, пожалуйста, беспроводные наушники для спорта. OnePlus Bullets 2. Что за часы на руке? Сори, если не спрашивали. Xiaomi Midge, ничего страшного. Это спрашивали уже раз 300. Лучше купить в магазине, чем китайское говно. PUBG Mobile. Ну зачем же вы так? Просто фишка в том, что сюда зачем приходить со своим уставом? Здесь тусовка чуть-чуть с другой политикой. Это знаете, как я часто повторяю на стримах. Зашел в связной, увидел Honor Fly Pod Slide за 7000. У меня был, по-моему, анафилактический шок. Такой... И потом я вышел и понял, они стоят 3000 с доставкой. И вот да, можно покупать в магазине. То же самое, что продается на Али, только в 2 раза дороже. А какие можно взять вместо AirDots 2? Еще раз, топ-5 вкладышей на канале, посмотрите. Теперь самый важный вопрос. Что в этом футляре сером? В сером футляре, еще раз повторяю, были очки. Очки. Наверное, из этой 1000 рублей самое дорогое это футляр. Почти закрыл. Почти. И я смог. Да. Так, стоит ли покупать Meizu Pop 2? Если вы мужчина, скорее всего, нет, потому что там не хватает громкости в них. Кстати, респект за бритву Enhan за 10 баксов. Это просто топчик. Закажу еще лезвие. Очень рад, что вам они зашли. Видите, как полезно иногда быть шопоголиком и ползать на Алиэкспрессе и заказывать все, что не попадя. Вот. Не забываем прожать лайк. Укрепимся на 500, а то кто-то сейчас придумает, и у нас не будет 500 подписчиков. Точнее, лайков. Кстати, не забываем подписываться на канал. Кто хочет, может становиться спонсором канала. А вообще это не важно. Главное, чтобы вы вот так иногда приходили душевно на стримы. Мы общались, приходили в телегу, добавлялись в контакт, в Facebook. Главное, в инсту. В инсту очень много спойлеров. И я там пытаюсь шутить. Не особо удачно, но пытаюсь. Носишь ли обычные кварцевые механические часы, чтобы отдохнуть от умных? А это что? Ну, почти. Почти умные, почти механические. Потом после стрима прочитайте сообщение в ВК, пожалуйста. Обязательно, Павел. Звучит крайне угрожающе. Там будет много сообщений. Компания Lenovo совсем сдохла. Или может быть. Мне одногруппник недалекий сказал, что смысл покупать телефон на Алике. Он там китайский. У него Redmi 6A из NVIDIA за 7500.
Ну, отлично, он бы мог их купить за 5 на Тмоле. Лучший звук у беспроводных наушников до 4000 OnePlus или еще что-то. Да, Bullets 2, мое мнение, затычки. Это именно затычки. Бум-бум-бум-бум. Из тех, что я тестил, да. Вот. Наверное, на этом мы сегодня закончим наш стрим, потому что люди уже устают, люди расходятся. Инженером радиоэлектронных средств уже 19 лет, без подробностей. Прям вот в одной сфере и долблю ее как... Устал, но все хорошо. Где можно найти музыку, которую вы слушаете? Да, я как бы все слушаю, Юрий. Я могу... любимая песенка моя «Gorillaz», Clint Eastwood и Blur Song No. 2, если интересно. Я думаю, если вы это не знаете, то РХЧП можете, Red Hot Chili Peppers, древнюю Аврил Лавин, которая для вас бабушка уже, или Билли, я уже знаю, кто вы. 36 мне, Саша. Где плейлист? Плейлиста нет. Ну вот и все, мы слушаем одно и то же. Купил ультразвуковую щетку и что-то не понял, как ей пользоваться. По зубам бьет и как-то страшно ей чистить. Аккуратней надо. Вы чью щетку купили? Давайте прощаться, друзья. Как-то опять затянуло. Какие часы от Xiaomi? Band 4 лучше брать. Просто. Дальше. Расскажите про кроссовки у вас на столе. Уже было. Стрим оставляю, кому интересно. Следующий стрим, как всегда, в воскресенье. В воскресенье Мифа OU7 разыгрываем. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что еще купить. Если устраивает такой формат, если не устраивает, тоже пишите. Может, постараюсь поменяться. Вы же видите потенциал. Я думаю, 5 сотен роликов я победю. Вот. Пока, удачи. Всем пока-пока-пока-пока.